Новозеландцы с ирландцами тоже любят... Заложить за воротник? Да. Там, по-моему, паркинг стоил столько же, сколько снимать квартиру. Давай поговорим о смолтоке. Вас кто-то на работе оскорбил, потому что вы не местный, жалуетесь. Как мы выучили английский. Там по пути, кстати, Хоббитон мы съедем. Хоббитон красиво. Там страна Локал. победившего бодипозитива. Да. Здравствуйте, вы на канале Дмитрий и Лена. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. Как у вас дела? Нормально. Смолток. Да, немножко устал. Сегодня воскресенье. Нет, неправильный смолток. Давай поговорим о смолтоке. Давай поговорим Какие о у нас смолтоке. тут культурные особенности в этих западных странах? Ты хочешь вот прямо сразу так перейти к разговору, не посвятив зрителей? Кто мы, зачем мы и Да. почему мы? Да. Да, это что? Это у нас третья серия из трилогии «Иммиграция», где мы пытаемся рассказать такие важные аспекты, что вам нужно знать, к чему готовиться. Первые два ролика у нас были про работу, учебу. Что там еще у нас было? Как бы сказать, жилье, смешные истории из нашей жизни и не очень смешные. Все ссылки будут там, подписывайтесь. Так что третий ролик мы наконец-то расскажем уже о культурных особенностях в западных странах на примере Новой Зеландии и Ирландии, где мы жили большую часть времени. Ну, может, немножко о Литве. Также о том, как сдавать на права или конвертировать права, как покупать машину. И последняя тема, самая главная, как учить язык и как подготовиться к эмиграции, чтобы было легко и smooth. Легко и без эмоциональных Хлопот. проблем, без депрессии. Кстати, депрессия тоже будет ролик. И о ностальгии. Я с ней не столкнулась, потому что депрессия — это медицинское заболевание, а все, что мы называем депрессией в современном мире, это просто печальки. Хорошо, так мы начали смолток. Ты не захотел смолток со мной делать? Да, потому это что... первая проблема русских иммигрантов из Восточной Европы. Они не умеют делать смолток. Я тоже не умею, не хочу и не люблю, но приходится. Смолток в западных культурах — это важная вещь. Во время смолтока вы притираетесь друг к другу. Ваш собеседник понимает, кто вы, чем вы занимаетесь. В целом. Наверное, все-таки нет. Он больше понимает, что ты адекватный. Ну да, в целом то, что ты адекватный, то, что тебе есть что рассказать, ну и то, что ты можешь разговаривать нормально, ну Да, или да, разговаривать, тема. даже не то, что нормально, а разговаривать на том уровне, на котором ему комфортно с тобой разговаривать. Да, мы уже поднимали эту тему, когда разговаривали про поиск работы чуть-чуть. Эти 2-3-5 минут смолтока, они просто подготавливают тебя эмоционально к тому, что сейчас будет какой-то разговор. Ты отдыхиваешься, расслабляешься немножко. И в целом вашему собеседнику это поможет подстроиться под ваш акцент, потому Да, что акцентов кстати. очень много, и во время этого смолтока... Не только мы страдаем от из-за иностранного языка, но и они страдают из-за нашего акцента. Да, и им нужно немножко, чуть-чуть, там, пару минут, чтобы привыкнуть, как вы произносите разные звуки. Ну, это не только, грубо говоря, к ненейтивам относится, это и к нейтивам относится, потому что британское, ирландское, новозеландское, австралийское, все эти произношения произносят все звуки по-разному, особенно новозеландское, когда... Да, да сами в Ирландии тоже, если они с разных регионов, они по-разному Они друг друга они друг друга переспрашивают, да. иногда не понимают. Иногда я смотрю, я их поняла, а они друг друга не поняли. И мне приходится им объяснять, что они друг другу сказали. Это... Да, очень часто у меня тоже такое бывало и на работе, и везде, что я во время митинга сижу, и я понимаю, о чем говорят одни, о чем говорят другие, а они друг друга не поняли. А они все нейтивы. Да, они все нейтивы, это митинг одних нейтивов. Да, есть прекрасный фильм, как он там про вот этот, где в деревню в английскую поехал полицейский. Hot Fuzz. Да, вот там идеальный момент с этими как раз с акцентами Да, по-русски британскими. типа крутые легавы. В целом культура смолтока очень сильно развита. Развита она во всех западных странах, в той же Австралии, в той же Новой Зеландии, потому что это все-таки часть западного мира. Неважно, что они на востоке. Да, неважно, внизу. что это Океания, да. И этому нужно учиться. Это очень непривычно с первого времени. Давай расскажем примеры, как вообще вести смолток. Например, я у тебя спрашиваю, так, давай сейчас урок английского проведем. Не, ну как дела? Не нужно говорить, как на самом деле. Да, Не, ты можешь. Я иногда, да и они тоже иногда там, когда совсем что-то плохо или что-то случилось такое, расскажут. Ну так обычно стараются что-то позитивнее. Самый нейтральный способ поговорить — это о погоде. Это все. Особенно здесь, вот в Британии, в Ирландии, так погода здесь такая дождливая, довольно-таки. Всем пожаловаться на погоду — это вот самое то. Это действенный метод начать беседу. Во время смолтока вы не должны стать друзьями. Это просто в целом
целом, как дела? Да в целом нормально. Если это коллега на работе, вы можете обсудить какие-то рабочие моменты, можете обсудить там, куда вы ходили на выходных, там, как семья, как дети. Такие вопросы. То есть это не именно дружеская беседа, и это одна из проблем, когда вот начинается small talk. Не могу говорить за всех, но для меня это поначалу было, во-первых, почему они меня спрашивают, что они обо мне хотят знать. Во-вторых, почему они ко мне такие дружелюбные. В российской, восточноевропейской культуре ценится искренность, то, что ты честно скажешь, то, что у тебя если хреново, значит хреново. И тебе ответят хорошо, да, и у нас хреново. И у нас хреново. Страдаешь, мучаешься? Да, замечательно. Да. Нравится работа? Нет, ну и правильно. Как там, мерилом труда является усталость, как в песенке. Насчет различий между Ирландией и Новой Зеландией и их смолтоком. Вот в Новой Зеландии люди немножко более, не то что деревенские, но более простые, в хорошем смысле слова. И они, наоборот, больше интересуются твоей семьей, твоими детьми, там, если у тебя есть животные с животными, мужем, они запоминают, как членов семьи зовут. Я про коллег, например, говорю. Такой более, не то что семейный, но как-то более такое именно близкие отношения. Просто из-за того, что им интересно, кто в какую школу ходит, кто там, какие дети, какими хобби занимаются. А в Ирландии уже более люди замкнуты. Здесь, да, здесь лучше поговорить просто о погоде или куда-то на какой фильм сходил. Да, в Новой Зеландии, скорее всего, потому что ничего не происходит, очень мало всяких событий. Да, здесь хотя бы какие-то там... Да. Того убили, то другого. Ирландия часть Европы, и все-таки новостей много, потому что не только то, что происходит в Ирландии, но и что происходит в Европе, что происходит в UK. Что в ближайших странах. Там чаще всего в новостях в Новой Зеландии про Австралию говорят и сравнивают себя с Австралией. Ирландия сравнивает себя с UK, Новая Зеландия с Австралией. Короче, видите, проблемы маленьких стран, которые сравнивают себя с более большим соседом. Мы про смолток говорили. Да, про смолток. Что ирландцы более такие закрытые. Не, конечно, если ты начнешь говорить, что там у тебя муж умирает или еще что-нибудь, они будут типа, ну что, ну как? Ну что, ну как мы можем помочь? Да, как мы можем помочь, не нужно тебе там отдохнуть или еще что-то. Таких при серьезных они все-таки эмпатию какую-то проявляют. Ну, в целом, если ты это произносишь в смолтоке, значит, ты хочешь, чтобы тебе как-то помогли, да, либо поддержали. Или да. что-то. Тоже смолток один из показателей того, как в целом у тебя дела, и нужна ли тебе какая-то поддержка или не нужна поддержка. Да. Как вы, наверное, заметили, у нас есть такая особенность в наших роликах, что мы каждый раз что? Особенность не только у нас, но и в наших роликах. Мы каждый раз что-то новенькое изобретаем. Сегодня что у нас такое? Сегодня мы пьем пиноколаду. Это вообще один из самых классических коктейлей, который готовится из рома, кокосового молока, кокосовой воды и ананасового сока. Ой, у нас кот пришел. Да. Да, у нас наша алкогольная зависимость последняя вот началась как раз с пиноколады, когда мы поехали в Испанию. Так, почему мы поехали в Испанию? Позапрошлым летом, так как в Ирландии очень плохое лето, и мне нравится в Ирландии только осень, тепленькая и хорошенькая. Вот лето отвратительное. Ну, когда у тебя плюс 16, плюс 18 в лучшем случае, и дождь и ветра, ну, как-то не то. Платьишки не выгуляешь с босоножками. И где-то Дима мне все, да нет, сейчас будет, сейчас потеплее. Там. И где-то в середине августа я такая... Наверное, все-таки не потеплеет. Так что вези-ка меня, муженек, куда-нибудь в теплые края. Благо, у нас тут Испания есть под боком, так что полетели мы в Барселону. И пишу начальнице, все, я не могу, я беру 3 дня. Я устала, я ухожу. И мы там такие в отельчике, такие типа пиноколаду. А мы до этого, наверное, лет так 5 не пили. Потом случилась Испания, случилось раз коктейльчик, 2 коктейльчик, потом сангрия и все. И вернувшись домой, Дмитрий у нас нашел прекрасный канал с коктейлями. Я не знаю, видите ли здесь вы книжку или не видите, ну, потом вставлю. Да, Стив Департамент. У него есть прекрасные рецепты. Он пап с Австралии. Да. Это австралийский блогер. Теперь мы пьем. Для того, чтобы пить хоть как-то немножко культурно, мы пьем коктейли. Да, мы начали пробовать разное вино, французское, там, испанское, ну, нам больше всего понравилось. Американское даже пробовали, господи, Новороген. Это была такая промотуха, после которой, причем разные мы, и подороже, и подешевле, с разных регионов, то, что советовали, то, что не советовали. Похмелье было такое жуткое на следующий день, что я не знаю, что как будто бы... И нашли для себя
Кстати, тоже в Америке. Да. Австралийская. А ты долго здесь сидеть будешь? А мы все, мы здесь сидим. Нам тут тепло. Да, нам тут солнце. Ладно, спи. Невоспитанное животное. Мы в Америке нашли вино, которое австралийское, которое Whitetail, по-моему, называется, но оно маската. То, что в Европе не продается. В Европе продаются в основном кислые, ну, сухие вина. Здесь, не только здесь не продается, здесь такой бренд вина австралийский продается, но все кроме маската. Маската никакого бренда нет, потому что для них это слишком сладко. Кстати, про алкоголь. Да. Мы же не одни такие бухающие. Новозеландцы с ирландцами тоже любят... Заложить за воротник? Да. Они пьют намного больше, потому что они пьют вина и пивасик. Ой, подожди, давай чокнемся, выпьем за это. У нас в кадре внезапно появился кот. Про алкоголь. В Ирландии, в Новой Зеландии выпить любят, но пьют не горячительные напитки, не крепленные напитки. Это, кстати, тоже немножко относится к культуре. Здесь больше любят выпить вино, любят выпить именно какое-то пиво. Но пиво это больше Ирландия. Ну, хотя Англия тоже. И австралийцы тоже пивасик любят. Пивасик, лагерь какой-нибудь. Девочки любят, конечно, вино. Например, на работе в Новой Зеландии у нас по пятницам было от работы бесплатный алкоголь. У нас мальчики пили пиво, а девочки пили вино. Я не пила ничего, потому что я была трезвенница. И я не хотела ни с кем смолток, потому что там нужен был смолток вот это делать. Сейчас бы я за глаза потом осталась с ними, потому что это было в рабочее время. В отличие от Ирландии, где нас приглашают в бары, в пабы там, или куда-нибудь в ресторанчики все время после рабочего времени. И это мне не нравится. Я хочу с коллегами бухать во время работы, в рабочие часы, а не после. Да. После это, простите, уже мое личное время, семейное. Это семейное. Вот, и в Новой Зеландии у нас по пятницам мы заканчивали раньше, и в холодильнике всегда было пиво, сюда подвозилось к этому времени, чипсы, всякие там закусочки такие легкие, хумус, по-моему, был, еще что-то, сыр. И все стояли, болтали, а потом разъезжались по домам, там можно было по бутылке, по бокалу вина или по бутылке пива, здесь тоже, по-моему, можно выпить по бокалу вина или бутылке пива, и сесть за руль и поехать уже. Да, здесь даже, по-моему, 2 бутылки пива. Здесь считается в... Здесь, по-моему, от веса. Нет, не от веса. Нет? От веса человека? Нет? Здесь не от веса. Здесь есть некая алкогольная единица, которая считается, по-моему, пинта пива, либо 300 мл вина, либо там шот водки. Ну, в общем, какая-то... Точно не помню, как там. 300 миллилитров только много. 300 мл вина? Ну, это прям целый бокал. Ну да, бокал вина. Да. То есть здесь 2 единицы, еще можно рулить. Потом уже нельзя. Неплохо так. Ну, да, не рекомендуется. Мы этим, конечно, не занимаемся. Даже стопки водки спокойно можно потерять немножко контроль. И аварий здесь больше. Ну, здесь больше аварий не потому, что они выпивают за рулем, потому что всякая молодежь гоняет там, где... Не надо гонять. Не надо, да. Здесь узкие улицы бывают иногда... Нет, они на узких, кстати, на узких у них аварий очень мало. Прямо да. на трассах? На трассах, да, вылетают с трасс. Мне кажется, что проблемы все с узкими улицами, потому что в Англии, что здесь, иногда едешь такие между какими-то поселочками и думаешь, что одностороннее. И тут навстречу вылетает какой-то сарай. Местный фермер, да. Ну, они тут очень узкие, тут они реально, грубо говоря, не односторонние, а одноколейные. Да. И нужно прям прижиматься вот к кустикам. Ну, либо прижиматься, либо у них во всех дорогах справа и слева есть небольшие такие, куда ты можешь заехать, встать и пропустить. Да, с той стороны или... Здесь это очень принято. Ну, принято пропускать, иначе ты не разъедешься. Будете как 2 барана стоять. Кстати, баранов здесь тоже много. Я уже про... Местную флору и фауну? Да. Но мы говорили про алкоголь. Была забавная такая история с моей начальницей в Новой Зеландии. Во время пандемии все сидели по домам, всем было скучно, у нее 3 детей маленьких. И она говорит, что в один день, когда она выбрасывала мусор, а там разделенные отходы, 4, по-моему, у нас было контейнера. Один для смешанного мусора, один для переработки всякого пластика и картона, один для стекла, и один для травы, наверное, зеленый, да, для всяких компоста. И она идет выбрасывать бутылки в контейнер и выгружая вот этот дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, кучу бутылок. Она поднимает глаза и встречается взглядом с соседкой. Она говорит, мне так стыдно было, что я пришла домой, открыла бутылочку вина. Вот. Она говорит, что во времена когда локдаун был, когда все сидели по домам, а там у них строго в Новой Зеландии было. Да везде реально... строго было на самом деле. И в Ирландии, да, мы всю пандемию пропустили. Не знаю, в Питере, по-моему, нормально было. Я не знаю, я ночью жила, бодрствовала. И она по бутылке вина
в день выпивала водой лицо. Грустно было. Да в целом это, ну, опять же, смотря какое вино, тот же самый Маската, который 7,5 оборотов. Да, легкое, ну просто это все равно считается немножко не окей, когда ты много пьешь, особенно одна. Это как бы так. Ну, да, любят здесь и коллеги в Ирландии тоже, когда приглашают куда-то, все пьют или вино, или пиво, или коктейльчики какие-то. Ну, чаще всего вино. Причем ирландцы, они не очень... у них нет культуры вина, и поэтому я, когда с ними хожу... Как в ресторане вам, когда подают вино, что делают? Вам приносят бутылку, показывают, просто потом немножко наливают. Вы берете этот стакан, если это вино красное, вы его немножко в руке погрели, погоняли немножко его по стакану, чтобы оно нагрелось от стенок стакана, и дальше потом вдыхаете. Ну, вдыхаете, чтобы понять, какой букет вина, и после этого немножко пригубляете, пробуете, если вам все нравится, если вы понимаете, что это подходит, там, не знаю, к еде, которой вы едите, или просто к вашему настроению, whatever. И вы, типа, да, хорошо, киваете официанту, и он вам доливает вина уже либо в этот же бокал, либо в другой бокал. Если тоже вино, то в это же. Сначала выбирается, кто будет дегустировать из группы. Здесь я просто уже не первый раз хожу со своими коллегами. Им приносят, показывают вино, они делают им на лицо, кивают им наливают вина, они просто так берут, так хлобысь, такой, нормально, лей. Я вообще ни разу не видела, что кто-то сказал что-то типа не очень. Я со своим правдой маткой, когда... Мне тоже налили немножко, я решила выпить, потому что я была не за рулем, меня Дима встречал потом после этого бара. Я решила, ладно, хорошо, я немножко выпью с коллегами. Я стараюсь не особо пить с ними, потому что, чтобы потом не наговорить лишнего. И мне налили это вино, а я привыкла к чему-нибудь сладенькое, там, испанское или австралийское. И я такая пробую, я такая, кисло. И я единственная, и все такие... Может, другое? Хелен, может, тебе что другое? Я так, отстань, просто мне не нравится. Я говорю, да нет, наверное, просто сока попью. Я такая, господи, не надо ничего говорить. Да, это в нормальных ресторанах, это считается нормальным, если вы пробуете вино, и вы понимаете, что оно невкусное, вам оно не подойдет, вы можете попросить другое вино. Да, я могу. Но здесь они как-то, официанты начинают воспринимать это близко к сердцу. У меня тоже была история с едой, но это было уже в Англии, но это... Но это ирландская фишка, на самом деле. Помнишь, я в Кембридже, когда была на корпоративе? Ну, корпоратив, господи, это был тимбилдинг сначала. Не только ирландская. Нет, там реально очень как-то близко к сердцу восприняли то, что я не кушала там. Именно официанты, да и за столом тоже все. Я такая привередливая довольно-таки девочка к еде. Если мне что-то там пересолено, я это просто не буду есть, отказываюсь. Или там мне показалось, что рыба как-нибудь пахнет не так. И я не говорю официанту, я просто не ем. И когда официант приходит, спрашивает, можно забрать? Я говорю, да, забирайте. Они говорят, вам не понравилось что-то? Ну, я ему иногда говорю, что не понравилось. Иногда говорю. Я всегда говорю. В целом это тоже делать не надо. Я знаю, что не надо. Мне иногда это расстраивает. Ну вот. И когда мы были на тимбилдинге, каждый раз мы ходили после этого вечером кушать, мы пошли в какой-то рыбный был ресторан. Даже там 5 звездочек было в Гугле. И первое блюдо, я, по-моему, заказала то ли креветки, то ли кальмары. Ну, их сложно было как-то испортить. Они были жутко пересоленные. Я их просто один попробовала, все, остальное не стало. А второе было, я заказала пасту. Ну, пасту-то, макароны сложно испортить. Они были в соусе, и опять было то ли жутко пересолено, то ли еще что-то. Ну, короче, то ли сухое очень было. Я такая, что-то нет. Ну, я отставила второй раз. Когда второй раз подходила официантка, ну, сначала за столом меня девочки спросили, что не так. Я говорю, очень солено. У вас как, нормально? Она говорит, ну, у нас тоже солено. И все продолжают кушать. Я говорю, зачем вы едите тогда, если солено? И подходит официантка, после второго недоеденного мной почти неприторного блюда, она уже такая спросила, что-то не так? И я говорю, ну, пересолено сильно. Она такая, ушла, отнесла, видимо, поговорила с шефом или с кем-то, с менеджером, вернулась, такая, может, вам что-нибудь другое сделать? Я говорю, сделайте просто салат, овощи, помидоры, огурцы, там, и все, и масло сливочное. Сливочное. Нет, и масло оливковое сверху. Говорит, да, хорошо. Я говорю, и не солите, вообще не солите. Я сама отдельно посолю себе в тарелке, как надо. Ну все, это они смогли сделать, все, не посолили. Так что если какие-то есть... У них просто свои вкусы. Для них... Особенно если вы очень долго не едите соль. Соль, да, не едите сахар. Все кажется слишком каким-то или жирным, или соленым, или сладким. Поэтому если у вас какие-то там
предпочтения по еде специфические, или вы там на диете, то лучше сразу им говорите, что мне, пожалуйста, рыбу без соуса или соус отдельно, мне, пожалуйста, салат тоже без соуса или соус отдельно. Все, они это делают, они понимают, это везде... Да, это в России тоже так же принято. Просто люди очень... Им, по крайней мере, моим коллегам или мне так везет, что в Новой Зеландии, что здесь, если я как-то выделяюсь, им становится то ли интересно, то ли... Они все начинают расспрашивать, а что не так? Что случилось? А что случилось, да. Мне кажется, просто любопытно им. Ну, потому да. что все стараются не выделяться. Я стараюсь не сильно выделяться, но иногда все-таки я не буду давиться тем, что невкусно. И тем самым я немножко выделяюсь. Был тоже прикольный момент, когда я в Новой Зеландии еще очень плохо говорила. Не помню с кем, но я подняла тему татуировок. И я такая говорю, что, типа, ну вот, татуаж же тоже... Они такие, а что это? А я такая... В смысле? Я говорю, татуаж бровей, permanent makeup. Всем так интересно стало, я потом начала рассказывать. И вижу, все девочки с нашего офиса, все начинают вокруг меня скапливаться и внимательно меня слушать такие. Я в центре внимания. Я рассказываю, что такое татуаж девочкам. Было забавно. Кстати, про культурные особенности местных девушек. Вот там, в Новой Зеландии, как-то не сильно парятся, по крайней мере, там страна победившего бодипозитива. Да, сначала у меня было в жутком шоке от этого. Сейчас, да даже не сейчас, я помню, уже под конец 2-го года, когда мы там жили, я уже начала какие-то моменты принимать. Свободу сиськам? Да. Я сама. Хождение без бюстгальтера. Очень даже хорошо. Ничего не давит, ничего не стесняет твои движения. Особенно, когда жарко, наверное. Да. Вот, здесь в Ирландии нет. Здесь в Ирландии... Девушки любят за собой ухаживать, но у них такая специфическая мода на внешность. Они очень любят, чтобы все, что они на себя не нанесли, видно было за километр. Это автозагар, потому что здесь вот ходят все рыжими. Причем, когда летом, оно такое видно, как оно плохо размазано. И вот такие вот ресницы должны быть 5D. Здесь это называют Russian volume, русский объем. И я такая, господи, в России ни одна русская вот такие вот ресницы себе в здравом уме сейчас не сделает. Это, может быть, было модно там лет так в моей студенческой молодости. Но тогда не наращивали, там просто красили тушью там в 10 слоев, чтобы они вот были такие вот паучьи лапками. А эти прям вот так. Это, как нам рассказали, что все дело в том, что в отпуск раньше ездили в южные страны, чтобы загар был только богатые люди. И, соответственно, загар — это признак богатства здесь. Это не как в Российской империи или в Китае, в азиатских странах, да, что загар — это, наоборот, признак бедности, что ты работаешь в поле. Поэтому, когда здесь у тебя белое лицо, это значит, что ты не работаешь, что у тебя есть достаток жить без ручного труда на воздухе. А здесь нет. Значит, у тебя были деньги съездить в отпуск куда-нибудь там в южные страны и заработать загар. Поэтому автозагар здесь очень модный. Ну и реснички, да, это получается показывание того, что у тебя есть деньги на ресницы, поэтому они должны быть видны, они должны долго носиться, потому что пока этот объем отвалится, это пройдет больше времени. Среди молодых людей здесь, наоборот, они все одинаково подстрижены, идет там 5-6 человек, их не различить, особенно сзади. Да, у них стрижка вот всех под горшок такая одинаковая, барбер даже не спрашивает никогда, как стричь, то что они знают. Если приходит человек не локальный, тогда уже, да, спрашивают. Это как будто бы фишка такая, но они все одеваются одинаково. То есть они такое ощущение, что вот впятером идут в один магазин и покупают один тип спортивного костюма. North Face. Не только North Face, бывает не только такой. Они просто одну марку. Ну, видимо, у них это тоже некая общность, показать, что ты часть какой-то группы. А девочки, наоборот, летом они в велосипедках, в шортах, зимой они в леггинсах. Вот это вот леггинсы и велосипедки, тоже все одинаковые. И они, самое интересное, здесь парочки почти не ходят именно среди молодежи. Да хотя и взрослые тоже, мы в парке вчера были. Здесь группа мальчиков ходит вместе, группа девочек ходит вместе. Взрослые тоже, если там мужчины, то группа мужчин. Если с колясками, например, тоже там 2-3 мужика с колясками или с маленькими детьми. Не то, что там муж с женой выгуливает ребенка. Чаще всего, если парочка, то это уже пенсионеры с собачкой выгуливаются. Или приезжие. Ну, может быть, действительно, им дома хватает общения.
с Они противоположным решили полом. Да. отдохнуть просто отдельно. Они просто с друзьями собираются. Там с подругами, там с друзьями. Всё. Ну и в пабе, соответственно, Да. тоже они ходят чаще всего мальчиками. Да, причем, как я понял, когда они ходят в паб, они ходят не в один паб, они прямо разные вот пабы. 5-6 пабов за вечер. В смысле, у них такой паб-тур Да, то есть, всегда? ну, видимо, потому что я иногда его сторисы смотрю, он такой... Ну, кстати, да, я тоже видела. Я думала, это просто у них был какой-то предновогодний, предрождественский тур. Нет, у него такой Ну, и потом бывает. я его замьютила после этого. Вот они Поэтому- так. Тоже такая особенность. То есть они не идут куда-то именно сесть, вот как то же самое, я Надо помню. покушать. Да, в Покушать, в Питере приходили в СПБ, садились и там кушали, пили. СПБ. Сеть пивных баров. Я не ходила по барам и по пабам. Это Я вы- нет. Это ж- Я дома люблю бухать, чтобы Очень- мне потом не воспользовались моим алкогольным состоянием. Или на дискотеках. На дискотеках с этой подружки есть они, если что. Нет, ну когда с этим... Выбирался ответственный, В лице. кто охраняет сумки, и потом смотришь, что все добрались домой. В СПБ, я помню, там было очень вкусное всякое вишневое пиво и так далее. Ну, как любое ароматическое пиво, которое там продавалось, это по факту бралось просто пиво, и в него заливалось это. Ну да, что-то мы такое где-то пробовали в какой-то наливайке. Да, вот это такие Вишневое. наливайки того времени, когда я в лицее Да. еще в школе учился. Да. Не. Вот. Когда я училась. Ну, У в меня целом, не да, было когда времени. куда-то идешь, и ты идешь, именно И ты, да, садишься посидеть. и до конца сидишь. Нет, а здесь как-то Да. они от бара к бару бегают. В Новой Зеландии мы не сильно много ходили по заведениям, потому что мы экономили. Мы экономили, и нам там мы- кухня не очень нравилась, как вы Да, можете мы посмотреть в несколько раз предыдущих ходили, роликах. да, с друзьями, когда приглашали нас, как-то не очень. Потом мы решили начинать копить на имущество, дома там дорогие, мы такие, и ладно. Потом мы рассказывали потом, нет, эту наши историю, же- как мы решили в 2020 году съездить в отпуск. Вкратце, мне кажется, рассказывали, но можно повториться. То, что мы как раз у нас Мне устроились, стало мы устроились грустно, на хорошую грустно. работу, я устроился на работу, Я ты устроилась на работу, да. Полгодика где-то поработала. И у нас как раз подошло, мы переехали в новый дом. Нет, смотри, мы сначала переехали. Мы переехали одновременно, как ты нашел работу, потом я через пару месяцев тоже нашла работу. Все, у меня вроде депрессия закончилась, я начала задумываться, что как бы тоже надо. Вопрос о депрессии. Депрессия закончилась, как только нашли работу. Да нет, мне лучше стало, когда мы уехали с центра. Когда у меня закончилась школа, вот это обучение, когда я перестала видеть эти... Лица иностранной национальности. Да. Азиатов, да. Азиаты бывают разные. Ладно, индусы тоже бывают разные. Просто из-за того, что у них есть касты, есть более приличные люди из более высоких каст, они вот нормально себя ведут, а есть менее приличные. Они не виноваты, что они родились не в правильной семье. Это, к сожалению, не выбираешь. И там сложно выбиться из одной касты в другую, поэтому они всем семейством большим своим собирают денег и кого-то отправить на обучение. Человек обучается, потом находит работу, как-то вкалывает, чтобы потом уже потихоньку перевозить своих остальных родственников. В этом ничего нет, но из-за вот этих культурных особенностей, когда, например, я не очень люблю и не привыкла, когда до меня дотрагивается кто-то из посторонних людей. Например, просто проходит там, типа, «Привет». Это вообще не очень прилично трогать, тем более, если это незнакомый какой-то. Если не друг, не подруга, если вообще еще вдруг противоположного пола. А там вот это... Это на самом деле очень северное. Люди, которые, не знаю почему, вот южане, это нормально, это даже так к они, России наверное, относятся. не знаю, В том же самом Краснодаре, в том же самом Сочи, Да. это нормально тебя похлопать и так далее. Но в отличие от западных стран, где они понимают, что это тебе не понравилось неким образом, а эти не понимают. Даже когда им объясняешь. Они не особо даже пытаются понять. Да, Я не говорю не про всех, но были такие индивидуумы, которые совсем не пытались понять культурные особенности других. Почему-то они считали, что их нужно понять, а они не должны понимать других. То же самое, что с едой, например. Я тоже не очень привыкла. У нас есть столовая для того, чтобы употреблять пищу. Индийская кухня довольно-таки такая ароматная. И не всем она нравится. Да и в России тоже есть ароматные. У нас не принято есть в закрытых помещениях. Например, в ВУЗе, когда мы что-то там приносили, то это обычно был какой-то или непахнущий бутерброд, или шоколадку просто перекусить. А они прям
доставали свои контейнеры с карри, с рисом. Некоторые из них едят руками. У них не принято использовать приборы. И вот этот запах, окна там не открывались, потому что это высокий дом, и там не было проветривания, потому что вытяжка... Ну, как во многих офисах, окна не открываются, потому что есть система циркуляции. И это невозможно даже было... Ну да, я выйду во время этого куда-нибудь. Покурить. Я уже не курила. К сожалению. Выйти куда возвращаешься, все равно помещение уже не проветренное. А из-за того, что учителя тоже очень много были, кто из Индии, они тоже не очень понимали этих замечаний моих. Ну вот так, да. Это опять же, это ничего каким-то не культурным особенностям других, не только западных стран. Опять, наверное, это из-за того, что это было не самое дорогое учебное заведение, но и не самое дешевое. В том-то и дело, что оно было такое средненькое. Может быть, в других там более такие строгие правила, но я очень сомневаюсь. Все-таки это был большой такой минус. Но это опять, это не местные были, а приезжие, которые не особо хотели адаптироваться. Ну, так, поэтому в этом вузе, где мы были, был PDP. Да, у них было такое, как Personal Development 2, по-моему, Program. недели или неделя была, когда мы только приехали, нас как раз обучали каким-то таким аспектам культурным, про Новую Зеландию рассказывали, про марийцев рассказывали, про их какие-то особенности, чтобы никого не обидеть. Что, к примеру, в Новой Зеландии нельзя сидеть на столе, потому что... Неважно на каком, это кухонный стол или рабочий стол, ты не должен свою пятую точку класть на... Потому что у верования маори это какое-то оскорбление, да? Поэтому вне зависимости, где ты находишься, сидеть на столе нельзя. Даже прислониться нельзя. Да. Так что... Это было интересно. Такие какие-то аспекты. Больше я такого ничего не запомню. Помню, что там священные у них есть реки, горы. Но они все у них считаются живыми существами, поэтому... Да. Ну, вообще про марийцев. Какие они были? Красивые. Да. Марийцы бывают разные. Ладно. Причем нет. Островитяне. Есть марийцы. Есть островитяне, а есть марийцы. Если вы видите какого-то такого сбитого, очень мускулистого... Мускулистов высокий такой, прям крупный. Ну, чаще всего они крупные, не худощавые. Это, скорее всего, мариец. А если больше такой, как на бойца сумо похож? Ну, именно маленький, жирненький, низенький, это уже просто островитяне. У них там есть такая история. Да, были мариори, потом приплыли маори. Потом маори и мариори куда-то делись. Есть такая шутка, что... Шутка. Историческая... Справка. Но это же не исторически доказано. Это вроде как какой-то... Исторический догадочка, да, что марийцы съели предыдущих жителей Новой Зеландии, но и вроде как где-то там откопали доказательства это, но марийцы сказали закопать. Я не знаю, я не утверждаю, что это правда, но слухи ходят. Вот. Но я не удивлюсь, потому что я, кстати, не удивлена, почему все-таки британцам пришлось подписать мирное соглашение с маорийцами, потому что они такие крупненькие довольно-таки. И очень агрессивные. Агрессивные, да. И они смогли дать отпор приезжим уже британцам. Забавный факт, что все равно подписание договора было на 2 языках, и 2 версии не совпадают. Мы это уже тоже обсуждали, когда я говорила про санкции, когда я читала санкционные правила на эстонском, на английском и на других языках, они чуть-чуть с особенностями переведены. Вот, и у них там тоже есть какие-то расхождения между английской версией и марийской версией. Они до сих пор насчет этого там обсуждают. И спорят, да. Спорят, Но они уже вышли, по-моему, из Доминиона. Британской? Да. Да, давно уже. Да. Они там независимость получили. Кстати, Новая Зеландия — это первая страна в мире, где женщинам дали право голоса. Да, они этим Потому очень что гордятся. марийцы, да, они очень этим гордятся. Марийки, они тоже крупные женщины. Они себе выбили эти права. Они могут дать тоже и постоять за себя. Поэтому право голоса они получили. Выпьем за это. Есть еще такие стереотипы, что Новая Зеландия — это тропическая страна. Нет. Климат там довольно-таки такой умеренный. Летом где-то может быть до 25, зимой, смотря в зависимости на каком острове находишься. Если южный остров, там холоднее, там все наоборот же. Если северный, то теплее. Вот в Окленде, например, там где-то плюс 5, наверное, было зимой. Теплее, чем здесь. Там не было заморозков. Там теплее, чем здесь, и там летом было теплее. Даже. Да, и там и летом теплее, и зимой теплее. Там влажность сильнее была. Наверное, и солнце, да, и ядрёнее. А на южном острове там уже даже снег может быть в каких-то районах. Да. Так что не тропическая страна.
Ну, Южный остров даже чем... Ну, Мне понравился Южный прям. Он там был плоский, там больше землетрясений, говорят. Ну, там, там и горы есть. Крайстчерч, именно он был такой плоский город сам, и с красивыми видами на горы, прям очень красиво. Если бы мы оставались там, может быть, или мы если вернемся когда-нибудь сюда, то я бы все-таки переехала бы в Южный. Ну, на Южный остров поедем, да. Либо Крайстчерч вообще там дешево. Ну, какой-нибудь... Потому что там землетрясение было, и у них плохие ассоциации. Ниже там все-таки совсем холодно. Там совсем грустно. Все-таки Крайстчерч самый большой город. Веллингтон, мне не очень Веллингтон понравился. Какой-то тоже за... Там просто ветрено. У них там есть такой забавный знак Веллингтон из буковкой «Н» сдувающий. А Крайстчерч мне понравился. Когда мы ездили в Веллингтон, мы поехали туда на машине. Не очень далеко было, мы, по-моему, за часов до 8 доехали. Мы уже, когда купили машину в Новой Зеландии, стали... Мы ее быстро купили. Да, мы ее купили. Через 3 мы сначала не хотели год покупать, потому что у нас не было паркинга к первому нашему жилищу. Как мы искали наше жилье, там будет в предыдущем ролике. В итоге мы купили машину в том жилье без паркинга, и парковочное место в Новой Зеландии не гарантировано, если вы живете в центре. Если даже живете не в центре, это не является базовой необходимости. Не всем нужны машины, считается. Да, паркинг там очень дорогой. Даже вообще по меркам других стран паркинг там был дорогой. Там, по-моему, паркинг стоил столько же, сколько снимать квартиру. То есть мы снимали за... По-моему, 200 в неделю было, что-то такое. А мы снимали за 400? Нет, мы снимали за 700 или за 800. Да? Да. Ну тогда стоимость аренды, да, все окей. Ну это потому что центр был. Если в других местах. Есть там у кого... Кто-то, например, владеет местом, он сдавал в аренду его, если не пользовался. Дима искал какие-то акции, там были от провайдеров именно, где... От парковочных провайдеров иногда были акции, типа на 2 недели можно купить за там $14, и ты 2 недели можешь парковаться на их парковках. Не очень удобные места для заезда, все равно лучше, чем ничего. Поскольку, когда я уже начал работать, на работу ездить на машине, я работал, поскольку не полную неделю, я работал полнедели, и вот когда я ездил именно на работу, я ездил на машине, приезжал домой, и рядом с нашим отелем была парковка для автобусов. И парковка для автобусов была с 9 до 6 вечера. Поэтому с 6 вечера до 9 можно было на улице оставлять машину на этом месте. С 9 утра. Приезжали пораньше, да. Ждали, пока... Пройдет это время, и чтобы ты сидел в машине, чтобы тебя не заклемпили, ничего. И потом все на ночь и оставляли. А когда я не работал, получается, что я с работы ехал, там километров за 4, за 5. 20 минут мы шли. Причем туда мы шли в горку, а обратно уже с горки. Это было, причем таким быстрым шагом довольно-таки. Тоже нашел какие-то парковочные 4, места, наверное. Которые были... Их потом уже сделали платную парковку, но там где-то под каким-то деревом нашли бесплатную парковку, и там оставляли, и там уже оставляли на 4 дня до следующей работы. Там была вообще просто бесплатная парковка в то время. Потом, когда уже переехали за город, там уже все-таки было отдельно... Там уже у нас был гараж, там было и гаражное место, и отдельное место просто на улице. Соседка у нас, она так повезло с соседкой, которая мы уже снимали, когда таунхаус, она оказалась тоже русскоговорящая. Сначала мы там поздоровались, пообщались, все хорошо было, прям вот соседка по стенке. А потом что-то ее переклинило, я не знаю, может быть, после того, как я ей сделала замечание, чтобы она ставила свой автомобиль прям чуть-чуть закрывая выезд из моего гаража, из нашего гаража, и неудобно было выезжать. Дима выезжал, а мне нужно было пространство. Простите, это мои 10 сантиметров моего выезда из гаража. Я хочу с комфортом выезжать из него. Я ей сделала замечание, после этого она вот с недовольным лицом перестала с нами здороваться. Коза! Наш гараж закрывал. А потом она еще раз поставила машину, и мы уже тогда написали нашему агенту, и они... Чаще всего, как происходит разрешение конфликтов? Ты не идешь разбираться сам напрямую с человеком. Да. Это не принято. Кстати, в европейских странах, по-моему, то же самое. В Германии то же самое. В Германии, по-моему, там записочки просто там либо записку, либо в полицию идешь, не паришься. Мы написали просто агенту, агент написала как раз типа местному ТСЖ, так как это было комьюнити. И ТСЖ уже всем через неделю где-то разослал и в почтовые ящики раскидал напоминание, что, пожалуйста, пользуйтесь своими парковочными местами, не закрывайте проезды и не мешайте другим гражданам. Насчет граждан, кстати.
У меня такие переходики плавные. Помнишь, мы в российское посольство в Новой Зеландии Ой, да. ездили? Было очень замечательно. Было у нас что? Это как раз за визой мы, по-моему, ехали. Да, мне за визой. Когда мы решили поехать в На всякий Россию. случай у тебя... У меня был вид на жительство еще Он был российский. не просрочен, но так как ты уже больше полугода находился за пределами Российской Федерации, мы Да, сделали по закону тебе я, по визу. идее, мой вид на жительство стал недействительным, потому что я был больше... По закону после решения суда. Но так как суда не было, короче, там бардак, и лучше сделать визу, чтобы... Да, в итоге сделали всех- просто визу, Да, да. чтобы пустили. Виза бесплатная для родственников. Просто написали заявление На имя консула? на имя посла, да, что Ну и посла, да. я такая-такая, это гражданка Российской Федерации, там, дайте, пожалуйста, моему мужу мультивизу. Мы собираемся поехать тогда-то, тогда-то. Все на год или на 2 дали, я не помню. Приехав в посольство, оно было в Виллингтоне или нет? Или в Нет, Окленде? да. Нет, в Веллингтоне. Мы в Виллингтоне ехали? По-моему, мы как раз, когда были в Веллингтоне, мы исходили. Мы как раз путешествовали, и по пути как раз, да, куда-то мы там в горку ехали в Веллингтоне. Да. Ну вот, ладно. Это был один из причин, мы как раз ездили в Веллингтон по этому поводу. Мы хотели И просто еще отдохнуть ты на и в собеседовании консульство, была, да. да. У нас все было там по пути, кстати, Хоббитон мы съездили. Хоббитон красиво. Да. Но я была в этой своей тревожной печали, поэтому мне еще и я была жирная по моим меркам. Мне мои фотки все не понравилось, так что вместо того, чтобы получать удовольствие в Хоббитоне, я не сделала эту фотку внутри домика. Потому что я сказала, что ничего мне не надо. Истеричная такая была. Ладно, приехали мы в посольство. Да, приехали мы в посольство. В посольство сразу по внешнему виду очень сильно похоже. Во-первых, это была единственная, по-моему, железная дверь, которую я видел в Новой Зеландии. Глухая такая железная С дверь. камерами такими вот старыми. Да, и заходишь внутрь, и все так вагоночкой обделано. Да, ужасно. И мы заходим, там 2 человека сидят какие-то, ну, я не знаю, какие они, русскоговорящие или англоговорящие, ну, типа hello, все стали заниматься своими делами. И выходит женщина из двери, сотрудник посольства, секретарь, по-моему, к нам обращается. А вы говорите по-английски? Мы такие, ну вроде да. Он говорит, скажите, пожалуйста, вот этим гражданам, и указывает на Двух иностранцев сидящих. иностранцев, что посол задерживается, и им придется подождать там 1-2. Мы такие, окей. И он так открывает дверь, он так, гражданам, господи! Мы им сказали, они такие улыбнулись. Им так еще этим некомфортно, так они, получается, мы на русском, она на русском, и они такие... Они уже, видимо, там давно сидят. Потом пришел посол, все, они все... Кстати, вот консулы и послы, они всегда такие милые, дружелюбные. Видимо, в МГИМО их учат, как коммуницировать Здесь с народом. в Ирландии я Ирландия тоже, тоже когда хорошая. вот сейчас ходил, Кроме охранников. доверенность на матерь делал, он такой, там пришла женщина, ну не буду рассказывать, что это вопрос, но в целом рассказала. Он вошел в ситуацию, пошутил, пообщался с ней, сказал, какие есть способы, то есть, а вот это почитайте, вот, а вы еще про такое слышали? Вот такое есть. И в целом, и со мной тоже хорошо общался, то есть, да, я пришел, Нет, да, иностранец. сами сотрудники нормально, охранники, конечно, такие забавные. Вот охранники, да, я тоже зашел и уже как-то по привычке просто спрашиваешь, типа, ну как у вас дела? Ну, просто уже это вошло в такую привычку общаться с местными, ну и в целом, время убить. Ну, ты сидишь, тебе делать нечего. Ну, посидеть, что бляса не поточить с охранником. Вот, он такой заходит, причем это тоже какая-то такая, не знаю, особенность российской охраны, что, не как барин, но как... Так, синдром вахтера, да. Да, вот такой заходит везде, смотрит что-то с важным видом, что все сидят, все по стульчикам, не знаю, никто не бегает, такой все, моя работа выполнена, то есть я хорошо исполняю свою работу. Ну и получается, что я сидел прямо рядом с дверью, и он заходит, стоит с этим важным видом, ну и я такой, типа, ну как у вас здесь дела? И у нас хорошо, тепло. Ну, да. Потому что они в ГИМО явно не учились. Да, поэтому охрана, видимо, туда просто приезжает. И охранники, да, и забавно тоже, когда по-моему, я приходила паспорт второй делать, загранпаспорт. Как обычно, консул или посол, он задерживался. И меня попросили подождать на улице. Было холодно. Я начала ворчать. Мне не понравилось это, потому что мое время уже как 5 или 10 минут жду. Блин, у меня свои дела есть тоже. Я приехала, у меня там парковка оплаченная. Что я тут ждать должна больше? Ну, я говорю, а что это я не могу посидеть? Он такой,
Потому что там никого нет. Я говорю, ну что я сделаю? Там закрытое помещение. Я не могу и здесь типа следить, и там следить. Я говорю, ну так возьмите по рации, позовите, блин, кого я там ждать должна. Ну вот, но все равно прибежал, там уже быстро фотограф сначала, там уже все с послом. Тоже забавно, что я наученная. Я, хоть я и заполняла электронно всю анкету, я на всякий случай ее распечатала с собой. Потому что у меня уже была история, когда мне пришлось заново от руки это все писать. Но это было в России, когда я поставила машину на учет. Поэтому с тех пор я всегда все распечатываю. Я пришла с распечатанной анкеткой, и посол мне говорит, что вот у нас... При заполнении заявления на загранпаспорт там же еще нужно писать список организаций, где ты работал, и их адреса. И у них в их анкете, которые они видят у себя и они могут распечатать, у них колонки столбца с адресами, его нет. Он пустой. Ну, вот так сделано программное обеспечение. И он распечатал, типа, не могли бы вручную дозаполнить это? Я такая, базара нет. Я готова. Я все переписала. А так именно проблем с посольством никогда не было. У них обычно, сложно до них дозвониться, но у них тоже не очень много сотрудников. Ну, они все время заняты, да, у них мало сотрудников, они все время заняты, но они, опять же, сколько бы я туда не звонил в российское посольство, да, они всегда помогают. Всегда отзывчивы, всегда помогают. Да, помогают. Если не срочный вопрос, просто пишите на электронную почту, и они там через какое-то время отвечают. И, кстати, это со всеми посольствами. Если какой-то вопрос к любой посольству другой страны, то тоже пишите на электронную почту, и они ответят. Вот, возвращаясь к разговору с машиной. Мы поехали в Веллингтон на машине. Да, мы поехали в Веллингтон на машине. Но прежде чем поехать в Веллингтон на машине... Нам нужно было ее купить. Нам нужно было еще права конвертировать. Можно на российских правах было ездить в течение года. Ну, это в любой стране, когда ты приезжаешь, ты на иностранных правах можешь ездить в течение года. Не российских, да, иностранных правах можешь ездить в течение года. Потом нужно конвертировать. Да. Или выезжать и опять заново въезжать в страну. В Новой Зеландии можно сконвертировать, если у тебя в автошколе, был уже опыт. Если у тебя был опыт предыдущий, если у тебя есть... Если не просто новые права ты получил там, и сразу через месяц уехал в Новую Зеландию, тогда не получится сконвертировать. Если там лет 10 назад получил права, то... Ты просто пропускаешь вот эту стадию лернера, которая есть и в Ирландии, и в Новой Зеландии. Между тем, как ты сдаешь теорию и практику, ты должен еще проездить на автомобиле там какое-то время. С кем-то супервайзером, да, с человеком, у кого есть ты сдаешь права. теорию, ты получаешь права лернера, на тебя накладывают то, что ты не можешь по автостраде ездить, то, что ты не можешь никого возить, то, что обязательно с тобой должен присутствовать full driver license holder, и ты должен так проездить год или два от страны зависит. Но нам это не надо было, мы сначала сдали теорию, потом отправили все документы, и отправились на практику и сдали практику. Да. Практику нужно готовиться каждой стране, потому что, во-первых, есть какие-то свои особенности. Да. Там главная особенность это то, что они ездят по другой стороне дороги. Такая мелочь. У них не правостороннее движение, а левостороннее движение. В Ирландии тоже. Ну и да, там вспомнить, может быть, знаки немножко отличаются, или есть какие-то не заезжать в стоп-линию, не ездить быстрее, чем нужно, все-таки смотреть по зеркалам, включать поворотники, вот эти правила, которые иногда некоторые водители уже с течения своего полученного опыта иногда пренебрегают, хотя не надо. Там в Новой Зеландии самое главное держать дистанцию, смотреть по всем зеркалам, крутить головой. Вот это главное отличие, потому что в российской школе, по крайней мере, в моей автошколе, все время говорили, не крути головой, у тебя зеркала есть. Да, в Новой Зеландии это прямо обязательно. Когда ты делаешь маневр направо или налево, ты должен посмотреть в зеркало и быстренько голову. Назад. Чтобы мертвую зону посмотреть. Чтобы слепую зону. И также ты должен, когда резко тормозишь, или вообще когда тормозишь, смотреть еще в зеркало заднего вида, для того, чтобы следить за дистанцией еще, чтобы сзади в тебе не въехали, чтобы беспокоиться все-таки о других тоже. Уступать, если там даже кто-то не прав, тоже лучше уступать. У них даже в тесте было такое, если кто-то не нарушает, ты как лучше? Нет, ты должен ехать по правилу, нет, лучше уступить. И там было, что лучше уступить. В России это неофициально ДДД? Да, там правило 3D. Дай дураку дорогу. Там было прям в тесте. Что еще? Там у них очень много круговых движений для нас. Вот это было немножко. Да, здесь тоже, на самом деле, здесь очень мало перекрестков, на самом деле. Здесь не очень много перекрестков. Там любая оживленная дорога — это чаще всего круговое движение. И круг, по-моему, всегда главный. В России круг не главный. А я не помню, там что-то поменялось уже. Что-то менялось, да.
И что хорошо, что в новозеландских правилах, что в ирландских правилах они не меняются. Вот ты их как выучил 5-10 лет назад, они такие есть. Да, у меня, когда я сдавал, у меня было 2 недочета. Первое, я когда по кругу ездил, я немножко заехал на внутреннюю часть круга, получается, что круг — это дорога, и есть брусчатка. И я задним колесом, когда ездил, я немножко на брусчатку заехал. И второе, это когда я ехал по полосе, была припаркована машина, никого не было, я взял, я чуть-чуть отъехал в центр дороги и проехал машину и вернулся обратно. И мне сказали, что в этом случае тоже поворотники нужно делать. У меня вот как раз это не было официальным замечанием, он просто сказал, что когда я торможу, особенно если резко хочу оттормозиться, то смотреть в заднее зеркало. А так у меня и теория была без ошибок, и практика была без ошибок. Да, практика. Там, конечно, так тоже в зависимости от кто тебе под расслабление, да. Но там, да, расслабление, если видишь, что человек... В Ирландии здесь практика это вообще намного сложнее. Здесь... У Лены был плохой опыт с практикой, потому что мне мудак попался. Я уже говорила про это. Да, который действовал по правилам, но не важно, что он все равно был нехороший человек. Здесь прямо... Подожди. Давай закончим сначала про это, про Новую Зеландию. Окей, да, давай. Дима, для того, что ему нужны были права срочно, он поехал, где-то там заблокировал слот на практику. Причем рядом с Хоббитоном как раз, вот эта деревенька. Вот куда-то там, да, подальше от города. Мне было не срочно, я уже сдавала в Окленде. Но так как мы сдавали на своей машине, наша машина была автомат, Диме, видимо, тогда не отметили, что он сдавал на автомате. Потому что в Новой Зеландии, по-моему, нет такого, именно в самих правах, там нет отметки, автомат это или не автомат. Но где-то у них там в каких-то бумажках, видимо, они отмечают. Можно просто отмечать, на какой машине сдавал. На какой машине, может быть, сдавал. А так, по правам, это были полные права, и мы спокойно могли ездить на любом автомобиле. А я уже сдавала в Окленде самом, и, возможно, это моя предположение. Там мне поставили, на какой машине я ездила, что я на автомате ездила. Поэтому, когда мы сюда уже приехали, в Ирландию, когда мы решили конвертировать уже новозеландские права в ирландские, это было легче, потому что это их можно было просто конвертировать. Да, левостороннее движение, те же самые правила. Если бы мы захотели бы с российских переходить в ирландский, тогда нам бы пришлось бы проходить всю стадию от лернера до теорию и практику. Вроде я слышал историю, что если собрать документы, что ты проходил автошколу и доказать свой опыт, то можно было пропустить стадию лернера, то есть нужно было сдавать только теорию и практику. Но опять же это... у меня были с собой... Не все хранят почему-то документы с автошколы. Я брала, и мы с собой взяли туда, в Новую Зеландию. Но нам в Новой Зеландии они, по-моему, не пригодились. Здесь мы просто конвертировали уже новозеландские. Но мне конвертировали новозеландские в ирландские права и поставили здесь уже отметку, что я могу водить только на автомат. А Диме выдали полную. Я такая... The fuck? Еще, возможно, они же, когда ты конвертируешь права, они делают запрос по твоим правам. Видимо, как раз это и уточнить. Да. Возможно, тебе ответили. Может быть, да. Мне просто тебе с твоей деревни не ответили. И я что-то там... Мне это не надо, машина у меня автомат здесь тоже. Если что, у меня есть российские, новозеландские права, российские права. Если мне там надо, я поезжу... По этим правам, если мне на ручке придется, например, в аренду взять машину. Но я решила, Дима, давай иди сдай, чтобы у тебя были тоже полные. Я такая, ладно, окей, пойду сдам. Здесь, когда ты в Ирландии конвертируешь права с автомата на полные, у тебя этот экзамен, он оценивается как полный экзамен. То есть не то, что ты умеешь, там, грубо говоря, водить, а это вот полностью как будто бы ты сдаешь на права. То есть это full experience. Я об этом не знала. Я тебе об этом рассказывал. Нет, ты мне не рассказывала. Рассказывала тебе об этом. Я тебе даже ролики скидывал. На, посмотри, как происходит это. Нет, там был... Ты мне скидывал просто по практике. Так этот мудак, он же меня про знаки начал спрашивать. Я пришла туда, мне пересдать с автомата на ручку. Он такой, хорошо, присаживайтесь. Проходили обучение, я говорю, так нет, у меня есть права
там стаж уже там, сколько, 20 лет, есть права, вот новозеландский я конвертировала в ирландский, ну, так как я сдавала, ну, и рассказала всю историю. Мне просто нужно сдать на это, на ручке все. Так и тоже здесь сложно попасть на запись, найти на сдачу. Я выбрала в каком-то непонятном районе, это оказалось не очень благополучный район, где-то там Финглас. И вот я села к нему, я заполнила анкету, и он такой: а что желтый квадрат значит на дороге? Я такая: блядь, какой нахуй? Ой, какой нахуй желтый квадрат? Вот так прямо ему ответила. Он такой: what? Я говорю: ну, русский что, не понимаешь, что ли? Что ты, блядь, меня здесь спрашиваешь? Я такая начала вспоминать судорожно, какие здесь могут быть желтые квадраты на дороге. Я говорю: вы про это, про waffles, ну, про вафельку, которая на дороге? Он такой: ну, а что это такое? Я говорю: ну, туда не нужно становиться туда, если занята впереди дорога. Она должна быть свободна для проезда. Он говорит: хорошо. Потом он что-то еще задал. Я говорю: что еще раз? Во-первых, у него сильный акцент был вот этот. Я была уже раздраженная, потому что он начал мне задавать вопросы по знакам. Какие-то специфические термины там были. Ну, вот квадрат желтый. Во-первых, не квадрат. Это ты про Даймонд? Он квадратом это назвал. Он назвал это желтым квадратом. Что это вот желтый квадрат значит? Ну, есть знак Даймонд. Это не квадрат. Ну да. И он не желтый. Да, он белый. это уступить. Вот, я говорю, что я подумала, что желтый квадрат это, ну, как бы вот эта желтая разметка, которая вафля. Да. Ну, у меня другой желтого квадрата не было. Потом он еще что-то задал, какой вопрос. Я говорю: что? Я типа не поняла. Он начал мне тыкать про это, на знаки такие. Я такая: блин, я этот знак вообще в глаза не видел. Я такая: почему вы меня про знаки спрашиваете? Вообще должна быть только практика. Не должна была быть только практика. Должна была. Я смотрела ролики по практике. Откуда я могла знать, что у меня должны быть знаки? Я бы посмотрела бы, почитала бы их. Там знаки, блин, какие-то про железнодорожные пути их местные, которых нет. Вот, поэтому, да, когда конвертируете... Ладно бы показал на какой-нибудь знак овцы какой-нибудь. Вот баран. Так это ж ты! Да. Родственники Нет. твои. Не, ну если бы я серьезно, если бы я знала, что Да. нужно Нет, понятно, выучить, я да. бы повторила бы просто их, просто хотя бы как они называются. А дальше он бы тебя привел к машине, если бы машина не была арендована. Нас он привел к машине, все, он такой: ладно, все, хорошо, закончили знаками, пошли. А Дима арендовал автомобиль, что было на ручке, и он говорит: а что за машина? Я говорю: ну вот арендовали. А на какие права вы арендовали? Я такая: а я же не знаю, на какие он права арендовал. Я говорю: ну давайте сейчас посмотрим на страховку. Он говорит: а страховка есть? Я говорю: да, страховка есть. Вот на мои новозеландские права. Он говорит: а вы не имеете права сдавать? Я говорю: в смысле не имею права сдавать на этой машине? Потому что машина должна быть не арендована, машина должна быть застрахована. Я говорю: так она застрахована. И что это против правил. И он начал звонить. Дима начал беситься. Вот что ты начал беситься? Ты начал. Я потом начал. Нет, ты сразу начал. Ну, потому что я уже была злая. Ну, возможно, ты меня завела, да. Вот, в итоге он сказал, что нет, на арендованной машине сдавать нельзя. Должна быть какая-то специализированная машина, арендованная у каких-то там специализированных людей, это которая будет стоить не 30, там, 50 я потом евро. в итоге это прочитал. Можно сдавать на арендованную, но в арендованной машине в страховке должно быть прописано, Он что... еще должен быть прописан. Нет, не он. Должно быть прописано, что машина будет использоваться для сдачи теста. А почему? Ну, потому что это не страховой случай был бы. Так у меня полные права. Это же не из-за того, что я лернер. Одно дело, если бы я лернер, Такая да, правовая коллизия. мне бы на лернер не дали даже машину в аренду бы. Нам еще пришлось же для этой сдачи купить значок L Learner, Да. наклеить на эту машину. Да, но в целом там еще, да, когда идет сдача практики, там это не просто ты сел за руль и поехал. Он тебя спрашивал, да, где он будет жидкость, где они поворотники, может попросить открыть капот, может попросить рассказать, куда залить жидкость омывайку. Когда в машину сядет, может попросить, что делать. Вот у вас туман, что вы должны включить, и ты должен показать. То есть это, если у вас запотело стекло, что нужно это сделать. как будто бы батя ваш с вами сел. Нет, в России также, когда на практику сдаешь, то же самое. Я, так как у меня не было в то время еще площадки, у меня был один экзамен, и вот это все. Они это почти не делают, потому что у них поток, они не успевают каждого. Но они могут справиться. У меня была площадка в России. И город. И город, да. Нет, у меня был только город, у меня не было площадки. Здесь хотя бы не делать так, как в России, то что
Все, Выходите. закончились, останавливайтесь. И если ты там останавливаешься, такой, а там знак «Остановка запрещена», вы как это? Ну да, они скорее всего так... Я не знаю. Я не сдавала здесь, поэтому я не могу утверждать. Возможно, этот мудак, он бы мог бы так и сделать. Но в России точно не было бы такого, потому что ты сдаешь здесь на своей машине. Такого не было бы, что все, останавливаетесь, выходите из машины и пересаживается с заднего сиденья следующий сдаватель. Да. А ты пешком идешь. А ты пешком обратно идешь в ГИБДД за своими правами, сдал, не сдал. Здесь ты все-таки обратно возвращаешься, потому что один человек в машине. Если у вас плохо с английским, вам нужен переводчик, то переводчик должен быть... Да, можно с собой взять переводчика. Который будет говорить лево-право. Там. Не помню, сертифицированный, не сертифицированный, но это уже сами узнаете. Если вы, не будете знать лево-право, даже по-английски такие элементарные слова, то... Ну, кстати, что здесь, что в Новой Зеландии, на самом деле, служба переводчиков есть, даже бесплатные службы переводчиков, куда можно позвонить. Это если официальные где-то... Вряд ли они тебе будут предоставить бесплатного переводчика, если тебе нужно сдавать на права. Бесплатного нет. Ну да, наверное, да. Именно с официальными, если органами, да, то есть это нормально, попросить переводчика. Как покупка машины происходит? С правами намного было сложнее, с машиной намного проще. Эмоционально и... С машины ты просто идешь... И покупаешь машину. Просто вот, да, нет никаких этих таких заморочек именно с перерегистрацией и так далее. Здесь просто в Новой Зеландии пришел, заполнил договор, и дальше продавец отправляет данные в полицию. Все, то есть машина перерегистрирована. Мы сразу забрали машину? Да, сразу. Сразу. А нет, не сразу, мы через час забрали. Да, они зарегистрировали ее. У нас тоже машина была без пробега по Новой Зеландии. Да. Она была из Японии пригнана. И... Да, там подождали час, пока он все это заполнял. Потом подписали договор и забрали машину. Там, кстати, в Новой Зеландии, когда мы ходили, ездили, выбирали машину, там просто на тебе вам ключи, и ты поехал тестить машину вообще. Причем это и салоны так делают, и обычные. Они даже... Здесь тоже зависит от салона. Здесь зависит от салона, да. Но здесь хотя бы салоны фотографируют, по-моему, твой этот. Да. Хотя нет, на Мазде, по-моему, нас не фотографировали. Фотографировали, по-моему. Давали право. Они скан делали, не фотографировали, скан делали. Перед этим. А там вообще просто на ключ проверяй и катайся. Там в Новой Зеландии вообще более расслабленные. Ну, потому что у них... Здесь у нас тоже только один раз с нами сидел, это когда в Фиате. Нет, да, по-моему, Фиате, как раз самая дешевая машина, которую мы смотрели. И там как раз с нами и сидела. Остальные машины нам просто давали. Ну, в Мазде понятно, почему нам с нами не сидел. Потому что там два сиденья, в Мерсе нам не сидел, он с нами в Мерсе. Да, в Мерсе не сидел. Мерседес немецкое качество. Да, сразу лампочка загорелась. Мы такие, не, наверное, я не буду если Мерс брать. Смотрели машину, да, съездили в салон. На пустой дороге стояли, так ну да, раз уже это Мерседес, давай. Давай, врум-врум. Врум-врум, тапку в пол. Тапка в пол, он так... Да, нет, понятно. Ну, прогретый двигатель, все нормально было. Маздочка вообще вот отлично была. Ну, там ручка еще была. Маздочка следующая, когда модель выйдет, вот ее я точно куплю. А здесь уже, да, там все, через час уже отдали машину, и все. Там что нужно было? Страховку? Страховка не обязательно, налог обязательно, да. Просто также у нас висел на этом, на окне, не помнишь? Этот был еще fitness of... Warranty of fitness. Warranty of fitness, да, это что, типа, техосмотра. По-моему, это наклейки были. Здесь это вставляется, а там наклейки были. Окей. Да, там раз в год проходить ВОВ, ну, типа техосмотр, и налог платить. Может, даже налог не было, наклейка. Может, ты просто онлайн его платил, и все. Я не помню. Они очень диджитализированы. Может, поменялось за несколько лет, да, это клеится. Потому что в России, по-моему, нельзя ничего клеить на стекло, да, потому что чтобы это... не закрывал обзор, да? Да, закрывается обзор. Да. А там здесь тоже все обклеено. Здесь одну машину мы бэушную брали в этом. Одну из салона новую. Одну из салона, да, новую. Соответственно, из машины, из салона нового никакого... Здесь не ВОВ, это здесь называется, господи, NCT. Новым машинам до 3 лет, по-моему, не нужно делать, потом раз в 2 года. Старым машинам... И потом еще через 10 лет уже. Да, через 10 лет уже каждый год нужно делать. Машину новую мы брали в кредит. Первую машину мы брали в лизинг. Это здесь называется PCP. Это когда платеж, грубо говоря, разбивается на 3 части. Если машина, допустим, стоит 30 тысяч евро, ты сначала платишь 10 тысяч евро, потом 10 тысяч евро ты платишь в течение 3 лет, и потом последние 10 тысяч евро ты платишь в конце. Выкуп именно, да. И в конце ты можешь либо продлить это PCP, взять другую машину, либо даже можно не платить, отдать ключи, и все. Получается, ты просто ездил на 20 тысяч от стоимости. И в какой-то момент
просто пришло предложение, то, что у Volkswagen был беспроцентный кредит, именно кредит, и мы сдали одну машину, взяли другую, которая сейчас, и мы уже за нее платим именно как кредит. То есть мы платим в месяц, мы платим намного больше, чем за предыдущую машину, но у нас не будет в конце выкупа. И именно выкупа, да. На PCP там было ограничение, по-моему, по километражу, сколько ты можешь ездить, а сейчас это как да, там, по-моему, то ли 12, то ли 15 тысяч в год можно максимум было ездить, но только если ты машину потом будешь сдавать. Если ты ее будешь выкупать, тогда это без разницы. Но если ты ее будешь сдавать, и ты наездил больше, тебе нужно будет доплатить за то, что ты ездил больше, чем по договору. И в целом PCP здесь очень распространено, очень много моих знакомых, что в Microsoft, что везде, да, потому что это очень дешево, и по факту ты сдаешь машину, стоимость этой машины идет как новый залог, и ты начинаешь новое PCP по таким же деньгам и получаешь новую машину. И ты от машины до машины, ты постоянно ее меняешь, постоянно новую машину себе. Я покупала бэушную сразу, тоже без пробега по Ирландии, была пригнана с Японии опять. Кредит взяла в Революте, потому что в Революте условия кредита были дешевле, онлайн заполнил, отдался, мне там пришел ответ, все одобрено, такая замечательно. Все, заплатили, машину отдали, я уже сама поехала сделать вот этот техосмотр. На 2 года мне сделали, тоже бэушная машина. И все, заплатили налог, страховку. И все. И вот стоит. Езжу раз в месяц в лучшем случае. Зачем им вторая машина была нужна, если оба работаем удаленно? Я хотела. У меня была в детстве мечта, что я хочу Volkswagen Жук. Вот я себе купила Volkswagen Жук. Не только купили, так и в камеру установили. Ой, да, мы там все. И регистратор поставили. Мы купили полный фарш, она прям такая была, она с кожаными сиденьями, с люком. Все как надо было. Жалко, что не делают больше всего новые модели. Пока. Ну, не знаю, они пока еще ничего, никаких слухов нет. Ну, знаешь, старенькая. Да. Когда-нибудь у меня есть идея, я хочу ее в стразы облепить. Такая будет стразок блестящая, красивая. Ну, это надо или денег, чтобы заплатить, или время, чтобы сидеть самой обклеивать. Да. Ни того, сейчас пока нет лишнего. А так, да, стоит, все, стоит. Да, поэтому у тебя получается 3 диска на лобовом стекле, у тебя NCT-чек, страховка и у тебя налог. Да, и самое прикольное, что мне нравится в Ирландии, что ты всегда, посмотрев просто на регистрационный номер автомобиля, ты узнаешь, какого года автомобиль. У них первые 3 цифры — это год и полугодие. Например, 24.1 — это будет 24 год, первое полугодие, это значит, с января выпуска. Не выпуска, а постановки на регистрацию. Ну, в общем-то, это выпуска. И очень удобно ездишь, ездишь по дороге. Прошлогоднюю машину, кто новую машину себе купил. Сразу видно, когда это. Да, по моделям. В России, я думаю, вот для Восточной Европы это будет очень плохо, потому что все будут знать, насколько старое у тебя ведро твое. Или новое. Или ты можешь хвастаться. Новенький китаец. Ну, здесь тоже китайцы есть. Но все-таки европейцев больше. Volkswagen, электропомоек много. Ну, потому что дешево. Но я замечаю, что водители БЭХ здесь или индусы, или Восточная Европа. Причем очень много даже женщин за Восточную Европу. Ну, потому что Восточную Европу женщин тоже можно издалека заметить, потому что это... Я не буду это комментировать. Но это лучше, чем автозагар. И вот эти ресницы. А когда комбо? Ой, да, это и бывает. В лосинах. Благо, здесь все-таки люди немножко более спортивные, чем в Новой Зеландии. Да. Здесь позитив у них немножко по-другому. Здесь у них очень в школах вот это принято, что должны быть спортивные секции. Они здесь очень любят вот этот свой местный футбол, GA, гаэлик, что-то там. Мы, кстати, играли. Да, мы ходили на гаэлик. Это очень тяжело. Максимально неудобная клюшка. Да, такая штучка такая. Не, в общем, забавно. Причем, как он рассказал, правило зависит от судьи. То есть там ты можешь с этим мячом пробежать 3 раза, максимум 3 раза ударив, или 3 секунды, или 3 шага. Что-то, да, или 3 шага, или по времени. Но так как они это время считают... И тогда, как судья смотрит, он такой, 4 раза... Вроде как, прошло 5 секунд, или вроде так не прошло 5 секунд. Да, здесь не то, что так четко. Работа. Но культура вождения там другая. Они там не так гоняют. Да, и здесь тоже не так гоняют. Ну, здесь более... Это в Дублине. Ну да, за городом все нормально. Всякие уступают, если ты перестраиваешься.
даже когда немножко есть удачи, все равно всякие выступают. Здесь забавно, когда если немножко гололеда или солнце, то люди становятся вообще неадекватными за Очень рулем. тяжело, да. Солнце, что это, оно слепит. Если немножко снежка присыпало, то все это. Но чаще всего, да, если очень подмораживает, все будут очень медленно ехать, и очень многие даже просто дома останутся, никуда не поедут. В Новой Зеландии как-то полегче. Трафик есть, пробки есть, конечно. Кто-то написал в комментариях, что еще хуже стало. Ну, это понятно. Здесь тоже с каждым годом все хуже и хуже. Да и в России хуже. Людей больше. Общественный транспорт не очень, что в Ирландии, что в Новой Зеландии. Подробнее мы рассказывали в предыдущем подкасте. Что еще мы могли забыть? Про культуру рассказали, про смолток рассказали, про автомобиль рассказали. Про язык? Сейчас, подожди, сопли. Про сопли еще не рассказали. Сопли не только у меня, сопли еще у детей в Новой Зеландии были. Здесь Но это нет, потому, что это такой кусочек культуры, да. В Новой Зеландии есть такая фишка, что ходят без обуви. Да, летом. Летом у них обувь это нет обуви, а зимой у них обувь это флип-флопсы. Они их, как называют, джандалс? Джандалс, Там этих японские сандали их называют. Japanese sandals. Да. Так что все детишки... Зачем детям обувь? Они растут, нужно будет новую обувь покупать, они нам ходят все босиком. Иногда я тоже ходила босиком, когда натирали ноги. Довольно-таки интересный экспириенс. Но когда они ходят босиком в магазинах по кафелю, по ледяному кафелю в магазине, когда кондиционер, и вот бедные дети, они кашляют, сопливят, и вот они кашляют так сильно, что как будто бы легкие выкашляют. И так смотришь на этого ребенка. Будто бы сзади какой-то не ребенок, да, там, не знаю, 10 лет, а мужчина 40, который такой курильщик. Поворачивается, там такой мальчик стоит, кашляет. Да, и родители вообще нормально. Сами рядом тут в флип-флопсах идут. Ну, так, и забавненько было. Местные особенности. Теперь давай перейдем к языку. Да, про язык. Как мы выучили английский? Да, правда, про... Никак. Мы все еще выучим. Язык нельзя английский выучить. Да и русский. Он изменяется постоянно. Да и если ты его не с рождения начал учиться, тебе будет сложнее намного стать как нейтив. Да и не надо это. И на самом деле, да, вот это именно звучать как нейтив, говорить как нейтив, это абсолютно не обязательно, потому что людям должно быть с тобой интересно общаться вне зависимости от того, какой у тебя акцент. Ты должен говорить правильно, ты должен говорить... Связано, чтобы понятно было, о чем ты говоришь, смысл твоего повествования, но прям грамматические конструкции, какие-то там сложные collocations. Ну, опять же, если вы не идете в политику и не идете в публичное выступление, где вам нужно это все. Когда в Новой Зеландии я работал в Kitchen Things, в компании, которая занималась продажей всяких кухонных приборов, большой бытовой кухонной техники, они устраивали выставку, ну, просто как выставку кухонной техники, да, так. И там один из сотрудников, у него был очень сильный французский акцент, и он специально его не пытался избавиться, потому что это очень сильно привлекало местных новозеландцев, они прям собирались. О, ты из Франции? Да, и он сам просто он сам... А что там как у вас в Франции? Они же далеко, от всего, им все интересно. Он сам да, француз. Я буду перебивать. Я вот такая вот. Да, он сам француз, у него французский акцент, и это, наоборот, было его фишкой. Точно так же, как вы, если вы учите язык, вы сделаете акцент своей фишкой. Избавьтесь от совсем каких-то... Все-таки научитесь говорить там «the», а не «the». От совсем режущих ухо, но полностью избавляться от акцента не надо, потому что это, им тоже интересно, как звучит акцент. Им тоже интересно. Бывает, какие-то есть особенности pronunciation, да. Если ты можешь неправильно сказать слово «просто», не подумают, что ты сказала слово «дерьмо». Какие-то такие моменты. Помнишь новозеландская реклама? Будет понятно. Ой, да, отличная про Деда Мороза, да, помнишь? Про Деда Мороза. Раз, я про эту рекламу и говорю. Да, это как раз Air New Zealand сняла рекламу про то, что Дед Мороз принимает заказы. Санта-Клаус, да. Святой Николай. Он принимает звонки с разных стран, то есть там с Америки ему звонят кто-то, он такой поднимает трубку, то есть там дети одно типа пожелали. Потом там из Ирландии, из Англии, откуда-то еще, и потом доходит время, когда Новый год, точнее, Крисмас, в Новой Зеландии, и он так с ужасом смотрит на трубку, звонит ребенок, он поднимает трубку и начинает говорить, что он хочет заказывать, а поскольку звуки в Новой Зеландии очень часто совсем другие, то есть не airplane, они говорят airplane,
У них не а И. Они пытаются что-то придумать, что за airplane, что за самолет с ушами. Вот. Да, и тоже про этот акцент. Не помню, кто рассказывал, что с новозеландцами путешествовал. Познакомились, он такой, so, let's go to the dick. Они были на лодке. Они были на лодке, на лайнере где-то. И, то есть, как бы для обычного во всем мире let's go to the dick, это как бы давай сходим нахер. А поскольку они произносят это «е» немножко по-другому, они вряд ли хотят избавляться от своего акцента, они нейтивы. Если вы общаетесь с людьми, занимающимися ручным трудом, очень часто они не могут четко выражать свою мысль, не используя каких-то только им понимаемых и им знакомых фраз. И нецензурных выражений, слова на букву «ф» чаще всего. Ну, на самом деле, здесь они не фекают почти. Ну, очень часто. Да? Да, вот это постоянно. У меня на работе. Вот так, не, на работе меньше. Нет, все-таки коллеги как-то они мы в цивилизованном компании работаем. Но так, если на улице, здесь, конечно, в России ты не слышишь столько мата вокруг. А здесь это как... Ну, здесь потому что слово это недостаточно... Фук! Подождите. Фук или как ирландское? Фек? Фек? Да, Это детское такое больше. Это не детское, это не детское? они все так здесь фекают. Ну, мне кажется, фек это больше такое, Да, как... этот, который Кевин из Гарда тоже фекал. Ну нет, мне кажется, это фек, это что-то типа нашего, типа... Ёперный театр. Ну вот да, или, как я люблю говорить, туева хуча. Да, туева хуча. Ну, вот это такое то же вот самое что-то. фек. Уровень английского, наверное, стоит судить по сериалу именно локальным, если вы хотите посмотреть новозеландские акценты и понять, понимаете ли вы новозеландский акцент. Есть отличный сериал Wellington Paranormal. В целом, это отличный сериал, который вообще показывает, что такое жизнь в Новой Зеландии. Конечно, вам больше именно какие-то шутки будут понятны, если вы там хотя бы какое-то время прожили. Но хотя бы вот эту шутку, то, что мы в течение последних 10 лет получали доклады, что здесь что-то происходит, и мы решили действовать незамедлительно. Да. Ну, это так и есть. Да, но там очень, вот именно по этому сериалу можно понять, насколько вы хорошо понимаете новозеландский акцент. Они говорят быстро, они говорят с каким-то сленгом, ирландский. Вот последнее, что мы хороший посмотрели сериал, это Боткин. Тоже там отлично. очень отлично, там есть и американец, по которому можно понять, понимаете вы американский акцент или нет, и есть ирландцы, Причем разные ирландцы с разными акцентами. Весь список сериалов и фильмов, которые мы можем порекомендовать, будет в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Там мы будем постить еще дополнительную какую-то информацию, которую мы забыли, например, упомянуть в подкасте. Там же вы можете задать нам некоторые вопросы. Да, если какие-то будут вопросы или какие-то идеи для новых выпусков, так что тоже задавайте просто. Так что подписывайтесь, ставьте лайк этому ролику, тоже подписывайтесь на этот канал, на другие наши соцсети. Пробивайте колокольчик. Да. А если вы еще пошлете это видео 3 своим друзьям, то 25-й год для вас будет очень удачным. Вот, и да, это именно по листингу, по диалогу. Ну, самый хороший способ научиться говорить, это именно на самом деле разговаривать с людьми по работе, в каких-то магазинах, знакомясь с соседями, с местными какими-то волонтерами. Еще отличный способ для меня я нашел, это приложение Elsa Speaks. Возможно, есть другие какие-то, но я использую это. Это именно приложение, которое ты говоришь, и оно анализирует то, как ты что-то произносишь. И оно показывает именно тебя, заставляет произносить некоторые звуки так, как надо. А другие приложения, такие как там Lingualeo, Duolingo, это все на самом деле прокрастинация и просто трата времени. То, что вы будете тыкать и изучать эти, допустим, в Lingualeo вы можете изучать незнакомые вам слова. А мне нахер не понадобится. То, что вы будете... Особенно вот эти наборы 1000 или 2 или 5000 самых распространенных слов. Нет. А в английском главное на самом деле учить даже фразами. То, что они очень часто повторяют. Ну и то, что по работе. Я вот работаю в IT, я, соответственно, знаю именно айтишно-рабочий сленг. Если мне нужно что-то по финансам, значит, я иду или книгу какую-нибудь, или статьи именно по своей теме. Причем это именно сленг, это не термины айтишные, а именно сленг, потому что... Сленги еще могут быть разные в разных компаниях. В одной компании у нас был айтишный сленг, здесь у меня, например, фармацевтический сленг. Ну, у меня, я вот так что поменял несколько компаний, у меня... Чтобы понять все, я просто не через слово, так, подожди, это что, а это что, а это что. Да. Они очень любят аббревиатуры здесь, по крайней мере, что писать. Одно дело, когда они пишут их, и ты их можешь хотя бы загуглить. А когда они их произносят, то так, подожди, я не местный.
Что бы ты сейчас порекомендовал, если, например, человеку нужно переехать через 3 месяца куда-то, если он хочет куда-то переехать? Какая цель? Через 3 месяца куда-то переехать зачем? За лучшей жизнью. За лучшей жизнью, тогда вот эти 3 месяца есть такое тоже приложение iTalki. Дорого. Хорошо, если вы играете в игры, допустим, я играл в EVE Online, и там мы были частью корпорации, которая иностранная корпорация, соответственно, вы на все эти ивенты, там, вылеты. Ну, ты онлайн играешь, ты играешь с другими игроками, и ты общаешься с ними. Да. Заходите туда, ничего не понятно, сидите и пытаетесь именно общаться. Они помогут? Ну да. Они объяснят, если ты новенький? Не токсики? Ну, они токсики, Конечно, токсики. Конечно, токсики. Люди бывают разные, но вступаете именно в англоговорящие и пытаетесь там разговаривать, сначала пытаетесь слушать, потом пытаетесь разговаривать. Причем, на самом деле, вы можете объяснить свою ситуацию, и люди вам пойдут навстречу. Как бы это странно не звучало, но большинство людей, они нормальные, они открыты. Точно так же, для них это тоже прикольно. Но вот представьте себе, вы играете в какую-то игру, к вам присоединяется кто-нибудь из США, который очень плохо говорит по-русски, но говорит, что я хочу научиться русскому языку. Да вы всей толпой его учить будете. Не, помнишь, был какой-то ролик, где такой человека закрыли в корабле, в клетке. Это ужасно. Не будь американцем, который не знает русского языка, не присоединяйся к разговаривающей группе. Его закрыли в клетке, и он там открылся Google переводчик, и с Google переводчиком пытался... Пожалуйста. Это один способ. Другой способ, если есть хоть немного денег, найдите. iTalki очень хорошее. Это приложение, где вы ищете себе учителя, но главное там это не с одним и тем же учителем заниматься, потому что сколько мы не пробовали заниматься с одними и теми же учителями, на 3-е, 4-е, 5-е занятие они все начинают расслабляться и меньше тебя подтягивать, потому что если первые занятия они пытаются тебя поправлять, пытаются с тобой быть более строгими, более внимательными, то дальше они тоже видят, что нет такое ощущение, что нет такого большого прогресса, и тоже начинают расслабляться, начинают тебя меньше поправлять, поэтому очень важно, во-первых, менять учителей, потому что ничего страшного. И самому, чтобы не привыкать к акценту и разные подходы. Как ты насчет того, что, например, вот мы пытались с тобой между собой общаться на английском языке? Это не работает. Для нас, по крайней мере, возможно, для кого-то это будет работать, для нас это абсолютно не работало, потому что, во-первых, мы бесились друг на друга. Это было плохо для нашей семьи. Это было плохо для брака, потому что, ты привык изъясняться как-то по-русски, и в обычной твоей речи ты все-таки используешь какие-то и выражения, и очень часто отсылки к каким-то фильмам, к культурным событиям, поэтому по-английски это очень тяжело как-то оформить. Во-вторых, выражений, да, сейчас мы уже знаем выражения с обоих языков, и поэтому, если мы говорим, то мы даже в русскую речь ставим английские выражения, потому что они больше подходят. Точно так же, как говоря по-английски, если мы с другом, мы будем пытаться строить русское, потому что, нет аналога, мы не можем подобрать. Плюс еще, когда вы с друг другом общаетесь, вы закрепляете друг другу ошибки. И если кто-то сказал неправильно, второй может подумать, что, значит, это я говорил неправильно, а так правильно. И в итоге оба начинаете говорить неправильно. Это хорошо, если у тебя вообще ступор просто начать о чем-то говорить. Но, честно, я бы лучше вообще пошла бы на какой-то курс, даже групповой в России, где именно вы не учите теорию, не учите грамматику, а просто именно разговорный курс, где вы все говорите на английском. Это легче, потому что там по программе вы идете и какой-то топик, какую-то тему обсуждаете каждый раз разную. Всем дает высказаться, потому что учитель все-таки заставляет всех поговорить. Ты соревнуешься с другими людьми в группе, у кого-то язык получше, у кого-то похуже, и вы, соответственно, не ругаетесь дома в семье. Так что и курсы в России это вообще очень индивидуально, на самом деле. Не все любят competition. Я люблю, мне нравилось. Соревнования. Тебе нравится, допустим, я competition, тебе индивидуально больше нравится. Мне очень нравится. Я не люблю не выпендриваться, не люблю не соревноваться ни с кем. Мне главный результат, я в групповой, допустим, я не чувствовал, что я достигаю какого-то результата, потому что либо я слабее группы, либо группа слабее меня. И в итоге никогда такого не было, что я попадал на таких же, как я. А как у нас был опыт поездки в Англию на курс английского? Как тебе этот опыт был? Позитивный. А мне не понравилось. Мы, во-первых, увидели, что у нас не очень хороший английский, а во-вторых, все-таки это какое-то начало. Да, мы не очень сильно английский подучили, подтянули там, но мы, во-первых, начали чуть-чуть интегрироваться уже. Мы чуть-чуть начали, они такие необычные, они ведут себя немножко по-другому, что для нас Новая Зеландия не была таким шоком именно когда переехали. Мы старались именно общаться с тем же персоналом этой школы в магазинах. Нам даже Марк камешки подарил. А так нет. Там была очень большая разница между уровнями. Изначально, в который мы попали, он, получается, был низкий для нас, а в следующий уровень, на который мы перешли, мне он
был очень тяжелый, потому что он как раз преподаватель. Он преподаватель отлично был, но на тот момент мне было тяжело, потому что я не понимала, что он говорит, что от меня хочет. И он именно больше на спикинг и на листинг фокусировался. Для меня это было как раз сложно. Для меня что там, грамматику порешать, там задачки, слова вставить какие-нибудь, посчитать. Ну, это да. Я считаю, что вот это все вообще бесполезно. Ну, мне после вот этой школы как раз самооценка немножко подупала, и мне стало после этого страшно ехать в Новую Зеландию, потому что я поняла, что у меня английский плохой, и я такая думала, ладно, там доеду, там разберусь. И в итоге я приехала и поняла, что да, он у меня на самом деле плохой. Ну да, у всех, кто переезжают, даже если вы там 5 лет ходили к преподавателю, английский у вас будет плохой, когда вы только переедете в среду. Но этого не стоит бояться, это нормально. Просто нужно это принять, не нужно, чтобы это было каким-то шоком. А дальше просто не замыкаться в себе, не пытаться искать группы по своему языку. Русскоязычные, да, там, друзей, русскоязычные, общаться с русскоязычным нет, все-таки нужно продолжать. Нужно пытаться интегрироваться. Но самая лучшая практика английского — это работа. Да. Неважно какая, хоть в Макдональдс, хоть в бар. Кстати, это очень отличная история с баром, потому что ты будешь общаться с клиентами с разных стран, с разными акцентами, каждый раз разные. Ну, сфера обслуживания, да, там английский очень быстро вырастет. Да. Он, правда, будет немножко приземленным. Ну, также у меня, например. Я могу спокойно пообщаться на тему про бухгалтерию, свои данные, финансы и так далее, именно вот, что связано с моей работой. Но мне иногда сложно реально просто поговорить о чем-нибудь, рассказать о фильме на каком-то. Ну да, это тоже некоторое... У меня ограниченный сейчас словарный запас именно работой. Ну, меня устраивает. И в целом, да, по этому поводу не париться. Никто не идеальный. Они все понимают то, что... А если не понимает, то можно напомнить. А если вам попадается какой-нибудь мудак, который ты переспросил или попросил его говорить более понятно, и он продолжает говорить непонятно, ты ему можешь просто прямо сказать, ну уж совсем на крайняк. Обычно они все-таки более сообразительные, но если тебе подвался низкоинтеллектуально развитый человек, то просто ему можно прямо сказать. Может, поймет, не поймет, ну... Над ним точно так же можно издеваться и переспрашивать его до упора, пока он нормально. Смотря что надо. А если тебе что-то надо, ты можешь просто, например, если ты звонишь в банк и не понимаешь, что он не хочет с тобой разговаривать нормально, кладешь трубку, перезваниваешь, тебя соединят просто с другим специалистом. А если ему что-то надо, например, если ты клиент, а он пытается что-то продать, значит, он пусть тоже страдает, пока не начнет нормально говорить. Люди должны идти на компромиссы. Если вам нужно сдавать экзамен какой-нибудь по языку IELTS, TOEFL или... На ПТЕ я им научился, как сдавать на ПТЕ. То есть не как говорить по-английски, а как сдавать на ПТЕ. И там по каждому из этих пунктов вам даются какие-то советы. Особенно, я помню, есть один из разговорных и, по-моему, письменных, это «пишите диаграмму». Самое легкое для меня было, вот это как раз хорошо. И вот там именно тебе давали зазубривать, я даже помню, когда сидел на ПТЕ, я слышал, как эти 10 человек, все 10 человек одно и то же говорили «This graph represents». Именно on the axis X we see that, on axis Y we see that. Особенно потому, что он компьютерный, там вообще нужно все по алгоритмам и шаблонам рассказывать. То же самое с IELTS. У вас есть формат экзамена, и вы должны выучить, как экзамен идет, как получить больше баллов. А по жизни больше дискомфорта мне был именно с... Я их не понимала. У меня не было проблемы сказать, что я хочу. Но у меня проблемы иногда тоже до сих пор бывает, но я уже не парюсь. Я их плохо понимаю. Поэтому самый действенный метод — это, например, или сериалы. Просто сначала смотришь без субтитров на английском какой-то отрывок, потом включаешь субтитры и опять смотришь на английском тот же самый отрывок, переводишь те незнакомые слова или фразы какие-то, записываешь какие-то, может, интересные фразы. И третий раз опять пересматриваешь опять без субтитров, тот же самый момент, и уже должно быть все понятно. Так постоянно. Если это сериал вообще хорошо, ты через какое-то время привыкаешь к акценту и уже начинаешь спокойно понимать. Лучше выбирать, конечно, на тематику какую-нибудь более современную, а не Гарри Поттер. Хотя Гарри Поттер может быть и нормально. Они примерно, британцы, также и общаются в таком стиле пафосном. Или на Ютубе. Могу порекомендовать несколько каналов и про новозеландские, и помнишь, что который в... How to Dead? Да, такой забавный. И ирландских. Я иногда смотрю этих комиков бесплатно.
Отличная практика английского, именно слушаешь современные фразочки, какие-то сленги. С чатом GPT спокойно это можно переводить, что это значение какое-то значит, или какая-нибудь фраза, если вообще непонятно откуда, это может быть отсылка с какого-то фильма. Идеально, если вы, конечно, хотите прям понять всю культуру, и вам вы фанат какой-то определенной страны. Вам бы там родиться. Желательно, да. Или выйти... кстати, жениться и выйти замуж вообще идеальный вариант. Вообще прекрасный вариант. Это самая лучшая практика английского будет. А так, вперед на лингвиста или на переводчика, или учишь культуру, учишь все старые фильмы, сериалы. Вот как мы, например, мы же берем какие-то фразочки крылатые из наших советских фильмов или каких-то мультфильмов, то же самое. Пересматриваем все старье, но это уже нужно годами делать, заранее готовиться. Но если хотите прям погрузиться в среду и понимать все как местные, то это, конечно, работа над собой. И это должно нравиться. Мне языки нравятся до уровня того, как я могу, до уровня выживания. Тоже там испанский, румынский, японский начинала даже изучать. Вот, до того момента, как я могу в магазине или в кафе заказать еду и кофе, все, дальше мне неинтересно просто. Ну, там же есть этот какой-то плато разочарования или что-то такое, что у тебя нравится, потом ты выходишь на плато, когда у тебя уже прогресс не такой высокий. Да, получается, самое начало, оно идет быстро. Да. Именно Медовый месяц языком. прогресс именно быстро идет. А потом, когда уже нужно прикладывать больше усилий, когда нужно учить более какие-то сложные конструкции, там уже не так интересно. Да. Но все-таки для спокойной, комфортной жизни, именно постоянной жизни, не как турист, нужно немножко усилий прикладывать для английского. Ну, и со временем уже это... Да, фразы какие-то входят, ты сам их начинаешь уже просто... Ты уже так не напрягаешься, Да. когда общаешься с ними, особенно с коллегами, когда ты уже привык к акцентам, уже все, расслабляешься. У меня сейчас уже дошел английский до уровня, что да, я спокойно могу общаться, но мне не хватает каких-то именно устоявшихся выражений. И сказать что-то выражением, это намного быстрее бывает, чем именно писать это какими-то несколькими предложениями. Смотри, вот у меня, например, на работе в Новой Зеландии, у меня начальница, она была без высшего образования, она немножко смущалась этого, как бы ничего страшного, и она иногда меня звала, чтобы я проверила, правильно ли она грамматически написала какой-то e-mail, чтобы я прочитала и сказала ей, грамматически правильно ли это, и все ли понятно, что она пытается сказать этим. Так что я такая после этого, ок, а я еще страдаю. Ну тогда в те времена еще просто не было даже AI, и ничего не было. По-моему, у них даже здесь английский не обязательно, то есть именно в школах до какого-то уровня. Да, потому что они его знают как разговорные, Да, разговорные, им не нужно именно знать вот такую прям глубокую теорию, как нам преподают. Я когда очень часто спрашивал по временам... Ой, да они не знают вообще эти термины. Мы что, мы лингвисты, что ли? Да, то есть ты им говоришь, это вот я могу сказать типа в past, могу сказать past perfect, вот как бы ты сказал это. Он такой, я ни одного не понял, ни другого, ты скажи, что примерах. Да, Ты пример скажи скажи. так фразу, ты скажи так. Он говорит, ну мне кажется, это звучит более натурально вот так. Да, но мы говорим по-другому. Ну да, но мы можем сказать и так, в зависимости от контекста. Да что ж такое? Одна из моих любимых фразочек в Новой Зеландии была это plug this plug into the plug. Что в переводе значит возьми эту вилку и подключи это в розетку. Но поскольку plug это вилка, plug это verb подключить, а в стене ты подключаешь plug, поэтому тоже plug, поэтому ты plug this plug into the plug. Что еще мне было забавно? Вот мне здесь, что в Новой Зеландии, только если я совсем не могу вспомнить какое-то слово или спрошу, ну, типа, вот как вот это называется, и они мне, ну, иногда по-русски тоже забываешь какое-то слово. Ступор мозговина бывает. Да, он самый. И да, они подсказывают. В Ирландии тоже, если коллеги начинают говорить, забыла, я такая, блин, ну как это, господи. Они подсказывают, но они никогда не поправляют какие-то мои ошибки грамматические, ничего. Я вижу иногда по их физиономиям, что когда они там вот сморщатся, так, когда они пытаются понять, что я сказала, я такая, ладно, я устала, нужно перефразировать заново. Ну, видно по эмоциям человека, когда ему иногда не дошло до него. Но приехав в Америку, я говорю, томато-суп, пожалуйста. Он такая, tomato. Я такая, ох ты, блин. Я говорю, окей, tomato-суп. Или этот элеватор и лифт. Я не помню, что у них
что на британском, что на американском. По-моему, лифт, по-моему, как раз на... Лифт, по-моему, здесь. Здесь, да, там элевейтор. Ну вот, и типа, где лифт? Она такая, элевейтор. И я такая, ах ты, блин. Ну, и это была как раз в отеле, на ресепшене. Да. Она такая, элевейтор. Я такая, а что, вас хоспиталити не учат? Ну, в Америке это, да. Они такие, типа, мы здесь это американский английский, а не ваш британский. Я такая, окей. Или где-то там я забыла слово, вернее, не забыла, я не знала, как вафли произносятся правильно. Я такая, типа, в Старбаксе спрашиваю в Америке, у вас есть waffles? Она такая, Я такая, waffles. Она такая, waffles. Я такая, ох, нет, спасибо, я теперь знаю разницу в произношении. На всю жизнь ты теперь запомнила, что это waffles. Да. Не, я поржала, я такая, окей, waffles. Она такая, нет. После Новой Зеландии и после Ирландии, что меня никто никогда не поправлял. Я же говорю, американцы, они... Как мы уже говорили в прошлых роликах, американцы очень сильно похожи на русских. Да, это Две великие бывшие империи. Почему бывшие? Ладно, две великие страны, которые вот в России, если ты говоришь по-русски, должен говорить вот именно правильно, четенько, без ошибок, иначе все будут поправлять. Так и в Америке то же самое. Нет, это понятно, у меня было такие 3 случая, по-моему, больше не было. Просто так, это все в одну поездочку, и все так впечаталось от разных людей. Ну и в целом, наверное, да, хорошо подучить какие-то такие фразочки, которые дадут вам времени подумать. То есть, чтобы не экать. Да, если я забываю слово, у меня что я использую? What's the word I'm trying to find here? Иногда я очень часто артикль they использую. Если я не могу вспомнить именно существительное, я такой let's take the cup. То есть именно подучить такие какие-то выражения, которые можно сказать быстро, но при этом они будут забивать время. Это, кстати, еще один из таких советов, почему можно подучить мусорного языка. Like, do you know... Только потом, через какое-то время, когда тебе нужно уже на работе нормально формулировать свои мысли, тебе нужно, наоборот, отучиваться от этого мусора, потому что иначе твоя речь будет казаться более бедной. И вот, кстати, здесь Эльза мне очень сильно помогает, потому что в Эльзе какие-то задания — это произносить фразы. Грубо говоря, эти конструкции ты берешь, ты их как-то запоминаешь, и потом в повседневной жизни ты их используешь, потому что ты их проговорил. Могу еще раз порекомендовать Эльза Speaks. Чем она хороша? Тем, что ты в ней постоянно говоришь. Это видео не спонсировано, к сожалению. Для меня это именно работает, то, что ты говоришь эти все слова, ты их говоришь, и именно на каком-то массовой мышечной памяти ты их запоминаешь, и потом они как-то непроизвольно с тебя выходят, когда ты разговариваешь. Мне понравилось еще там, что такой, типа, можно диалог с Artificial. Да, там добавили фишку, то, что можно завести диалог с AI. AI, да. Например, мне попалось, что я пришла в магазин покупать ракетки для тенниса, и я сама придумала, как бы говорить с продавцом, он мне отвечал, я там выбирала розовую ракетку, розовые мячики для тенниса, спрашивала, какие мячики лучше для бигинеров, там, да. Ну, вот такое, забавно. И потом в конце диалога он тебе подводит итог, summary, какой у тебя был pronunciation, какой у тебя именно fluency твоей речи было. Словарный запас. У меня вечно интермедиат, словарный запас. Понятно. Я не очень использую вот эти сложные академические слова. Может быть, это лучше, может быть, это надо. Мне что-то лень. У меня дел очень много. Сейчас еще ролик монтируется. Мне не хватает. Еще похудеть надо в этом году. Ключевая мысль — это английский вы не выучите, и у вас он плохой. Но по этому поводу париться вообще не надо. Кстати, может быть, я порекомендовала бы, если вам не нужен экзамен именно по английскому сдавать, может быть, стоит начать готовиться к каким-нибудь своим специализированным экзаменам и получению сертификации. Например, если для мicrosoftские сертификации не обязательно даже сдавать, но хотя бы именно готовиться к ним. Или там Google, например, дата-аналиста, дата-инженера, есть сертификации, по бухгалтерии есть SEC или другие какие-то там. Это, во-первых, вам потом пригодится, все эти сертификаты пригодятся при поиске работы, чтобы пройти как минимум стадию рекрутера, именно HR, и вы выучите технический, именно профессиональный сленг, словарный запас, увеличите свой, и на работе вам будет легче писать письма, понимать, что коллеги написали.
Вот коллега написал. Воскресенье. Еще из Америки. Американцы. Я бы удивился, если бы кто-то из местных. А еще из повышения словарного запаса это Reddit. Тоже очень... Ой, да, кстати, там живой. Там именно живой язык. Вот если вы хотите, допустим, переезжать в Ирландию, заходите в ирландский Reddit и читаете, что там пишут, как они жалуются. Если переезжать в Новую Зеландию, заходите в новозеландский сабреддит и именно читаете, как новозеландцы общаются. И вот там именно живой язык. Да, он немножко тоже с особенностями. Так. Ну, там будет грамматически неверно, понятно, Да. там будет куча сокращений каких-то, но то, что вот в чатиках обычно. Да. Я потому что иногда коллег своих, особенно некоторых, которые помоложе, которые не очень любят полные фразы писать, вот они со своими сокращениями или с какими-то слангами, я такая, ой, что это значит? Отдельное слово каждое понимаешь, а вот смысл иногда Да, нет. еще очень часто что по работе, что в целом местные, вот то, что гарда, они пишут так, как думают, или так, как говорят. Иногда это может быть полностью грамматически верное предложение, которое из 6 строк без единой запятой. Да, у них сложно с пунктуацией, они почти не ставят. Да, пунктуации не ставят, и это просто вот такой, это поток сознания. И для того, чтобы один из таких советов, если есть такое длинное предложение, и вы не понимаете, в чем, вы это вслух говорите. Да. Вы просто вслух начинаете читать, такой, так вот, что это значит. Просто когда вы это вслух прочитаете. Насчет пунктуации. Какой пунктуационный знак выделит из русского из всех? Это вот вообще на самом... Да, это именно... Не используйте его никогда в своей Нет, письменной речи. Нет, использовать его можно, но как понять то, что человек, вне зависимости, как он написал, что он написал, как грамматически написал, что он с русским бэкграундом, это скобочка. Причем это улыбочка. Без да. глазиков. Без носика и глазиков. Чтобы это просто вот вне зависимости, какой бы это комментарий, но как только ставится скобочка в конце, сразу понятно, что это все человек, говорящий по-русски. Это просто всегда выкупает. Особенно, когда несколько скобочек. То есть, если одну скобочку, это еще можно как-то, да, может быть, это опечатался, двоеточие не поставил, к примеру. Я когда пишу, я пишу смайликами, то есть двоеточие, скобочка. Если 2 скобочки или 3 скобочки, это вот только в России такое было. И это именно фишка русского чата, русской именно переписки. Потому что если когда это показывают иностранцу, они думают, что это подбородки. Они просто не понимают, что это. Они не понимают, а потом говоришь, так это типа это улыбочка. Смайлик. Они спрашивают, почему здесь столько подбородков? Это очень улыбается. Да, то есть как только вы что-то пишете и в конце ставите скобочку, то есть особенно Всё, скобочку, вы себя выдали. особенно скобочку без пробела, именно вот слово скобочка, все, моментально понятно. Вот такая же фишка, к примеру, с бразильянцами. Они, допустим, пишут не ха-ха-ха, Это что-то... я, J-A. Ну давай, все, мы поговорили столько всего хорошего в этой загранице. Что ж тут плохого с культурными особенностями? Я, например, могу вспомнить про равноправие. Равноправие есть 2 стороны. Во-первых, все равно женщины получают зарплату меньше, как ни крути. Прикольно, что в Европе со следующего года ты говорил, что но это будет не в Европе, закон. это в Ирландии. Или Они уже в Ирландии приняли. только? Но Это в Ирландии? Нет, они приняли это в Европе, наложили на все страны, и теперь у каждой страны есть время это принять. Ну все равно это в Европе будет. Типа Это- через год, через 2 в Ирландии дедлайн, да. Да, и что рекрутеры будут обязаны указывать уровень зарплаты, и если ты, например, уже работаешь в компании, ты будешь иметь право запросить информацию, сколько другие люди на такой же должности, как ты, с такими же обязанностями, как ты, получают в твоем же отделе или в другом отделе. Да. Это очень хорошо, это будет как раз уменьшать различия в зарплате между мужчинами и женщинами, между иммигрантами и неиммигрантами и так далее. Это вообще просто замечательно, потому что сейчас такая, получается, торговля, ты не знаешь, особенно когда ты новенький, ты не знаешь, сколько на этом рынке на самом деле платят, потому что вот эти Glassdoor и другие сайты, где представляется какая-то информация о зарплате, не всегда она актуальна, не всегда она соответствует действительности. И ты на самом деле просто не понимаешь, на какую зарплату ты можешь претендовать. А так, если это на самом деле будет работать, как оно будет работать, то это будет очень хорошо. Так что равноправие, не совсем оно есть в этом плане финансовом. Но забавно, что женщины, по крайней мере, в Ирландии, не знаю, меньше все-таки.
здесь все-таки немножко женщины, они такие с устаревшими консервативными здесь взглядами. Здесь были тоже такие смешной момент с их конституцией, но это позже расскажу. А вот в Новой Зеландии там все-таки, да, вот такой женщина, но я сильная, я самостоятельная. Была интересная история у нас на работе. У нас по каким-то праздникам мы накрываем большой длинный стол, мы собираем все столы с разных конференц-комнат, углов, и притаскиваем эти столы в общий зал, складываем вместе. Но они такие довольно-таки тяжелые. И была очередь как раз нашего отдела финансового накрывать стол. И у нас одни девочки, 4 девочки, из них одна беременная. Я такая девочка на каблучках, ну и вот моя начальница и еще коллега из Китая. Они такие, Хелен, понесли стол. Я такая... я девочка, мне еще рожать, как любили в нас в детстве говорить. Я такая, у нас же мужчины есть, что они не могут? Они сидят там, мужики, некоторые просто на диванчике такие видят, что я не таскала, другие таскают столы, и ничего, даже не предлагают помощи. Я такая, вот мужчины. А она говорит, не знаю. Я такая... Окей, я такая пошла, как раз там наш директор, мой начальник, начальника, там, директора все сидели в кабинете, я такая, мэнс, нам помощь нужна. И они так поскочили все, побежали, они такие радостные были, что они могли проявить свою мужскую какую-то силу. Потому что сейчас это все доведено до такой степени, что если ты предложишь свою помощь, да, ты как будто бы оскорбишь женщину, что она сама не может. Но у меня как раз в Новой Зеландии был другой пример. Это когда, опять же, с той же самой выставки техники собирались. Там как раз остался я, потому что айтишник поздно заканчивал, и все женщины там из разных отделов, которые тоже собирали все эти вещи в контейнеры. Ну и я такой, прохожу мимо, смотрю, тяжело женщине нести. Я такой, давайте я вам помогу, все равно в одну сторону к машине идем. И она так обрадовалась, она так возмущалась, что она прошла мимо нескольких киви мужиков, и никто из них ничего не предложил помощи. Я такая, окей, ладно, не за что. Да. Это какие-то просто элементарные правила приличия. Так же, как, например, придержать дверь, если кто-то сзади тебе идет. Это неважно, там идет сзади мужчина, женщина, старик, ребенок. Если я вижу, там кто-то что-то таскает, я тоже предложу помощь, если я в состоянии вижу, что это могу этого нести. Да, то есть вот есть английская фраза «Do you need any hand?» Так, именно вот этот момент со столами. Я такая, я не буду таскать. Почему я буду таскать? Это тяжело. Мне неудобно. Мне будут ручки болеть. Так что не все прекрасно в этих странах. Да не то, что не все прекрасно, просто нужно везде быть человеком, как бы это ни звучало. Просто, то есть, видите, кому-то тяжело, спросите, не нужна ли помощь. Да. Видите, что кто-то на улице... Если скажет нет. Если скажет да, спасибо, значит, помоги. Но это всегда лучше спросить, чем не спросить. За спрос денег не берут. Но это не относится к попрошайкам. Не, у Поперечного, по-моему, у Поперечного было, что он по Лос-Анджелесу там идет и видит, что кто-то из местных бомжует. И он такой, я сюда, в Америку приехал, у меня ни паспорта, ни языка, я тут жопу рву. Чтобы выжить, чтобы платить за аренду, за все. Да. А ты нейтив, у тебя есть паспорт, а ты сидишь на улице и ни хера ничего не делаешь, и жизни жалуешься. Далеко не всегда они сидят на улице из-за того, что у них случилась какая-то беда по жизни. Это бывает лайфстайл. Но это тема другого подкаста. Да. Так что на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Как я сказала, что дополнительной будет вся информация или внизу под роликом, и также в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии. Нам еще много что есть рассказать. Какой делаем вывод сегодняшний? Что будьте нормальным. Будьте нормальными, будьте открытыми и не парьтесь. И не парьтесь насчет своего английского. И не думайте, что везде, куда бы вы переехали, люди другие. Люди везде примерно одинаковые. Это мы говорим про европейский. Россия больше Европа, чем Азия. Да. Мы не жили, конечно, в Азии или в каких-то восточных странах, или в той же Латинской. Хотя Латинской Америки нет. У меня были коллеги с Бразилии, и знакомые тоже. Нет. Ладно, окей. Я не могу утверждать про
Хотя с Китаем у меня тоже были коллеги. Люди везде люди, да, и правда. Если кто-то вас неким образом, ну, не унизил, но разочаровал в вашем уровне английского, это просто, может, вам мудак попался. Поэтому... Да. А если это было на работе, вас кто-то на работе оскорбил, потому что вы не местный, жалуйтесь. Сразу в HR, вообще не Нет, париться. сначала лучше начальнику своему. Своему начальнику, если она не отреагировала никак, и это не изменилось, то в HR или начальнику начальника. Вообще, блин. Мы их научим. Уважать. Нет, здесь как и от тебя требуется, чтобы ты вел себя прилично и уважительно с другими и никого не оскорблял, не поднимать темы там политические, религиозные и так далее, так и к тебе, если какие-то были... Даже если показалось, может быть, это не так. Обсуди это с начальником, может быть, это ничего оскорбительного в этом нет. У меня была там история с курочкой. Давай на хорошей ноте про курочку расскажем. Расскажи свою историю про курочку. У меня коллега, я написала, не помню, какую-то фразу, что я что-то там сделала. И она мне поставила смайлик, танцующую курочку. Реакция. Все на другие, типа, лайки, огонечек и так далее. Она мне курочку-то, я такая, ты меня курицей назвала? Я что-то на нее наехала так в этом чатике. Типа. Я пошла, во-первых, гуглить, а что значит курица? Может, какое-нибудь, не знаю, есть другое значение в английском языке, в английской культуре. Насчет курицы. У меня было просто тогда немножко плаксивое настроение. Какая-то немножко агрессивная была в тот день. Я такая пишу, типа, а что это значит вообще? Говорит, ну какая-то танцующая курица, ну dancing. Я говорю, в моей культуре курица, это значит курица, ну как бы оскорбительно. Она такая, да нет, это просто курица танцует. Я такая, точно? Она такая, точно. Я такая, ну ладно. Короче, будьте нормальными. Не будьте как Лена. Ну и всегда это можно, да, допустим, из таких приколов, то что, к примеру, ирландцам не нужно дарить картошку. Это для них очень болезненная тема, но при этом, если вы этого не знали и подарите ирландцам, я не знаю... Объясните, скажите, что я не знала, извиняюсь, серьезно не понимала. Все как бы нормально с этим, может даже посмеетесь. Или мне там кто-то сказал, вот нехороший человек. Да. Они, кстати, могут такое сделать. Да, они подставить могут еще. Да блин, в любой стране могут просто над тобой подстебнуться. Да. Так что вывод сегодняшнего подкаста: будьте нормальными, относитесь к другим людям так, как что вы хотели, чтобы к вам относились. Не нарушайте законы, не нарушайте культурные законы, какие-то рамки. Не трогайте посторонних людей, вдруг он с севера, и он не любит этого. И чтобы больше знать таких моментов и нюансов проживания в других странах, подписывайтесь на нас. Только здесь говорят правду. Кто же, кроме нас? Пока-пока. Всем пока. Вот, про алкоголиков. Да, не только мы. Шаверма, брысь! Почему ты ее брысь, а запаску не брысь? Потому что запаска не занимается фигней. Посиди тут с этой. До 8 часов, да. Все тайны мира все здесь, все знания мира тут. Да, когда в Новой Зеландии я работал... Подожди, я рыгну. Ну вот, перехотелось. Вот тебе. Это за это.